Наш штат – убежище для красных. Оу, ты голосуешь за Камалу, а ты голосуешь за Трампа. Мы ненавидим друг друга. Здесь даже популярная наклейка «Я не звоню 911», если что. Сразу стреляю. Это в основном для стрельбы по мишеням. Глок. Знаете, такие либеральные, такие, о май гад. Говорят, блин, почему никто пулей им не попадет, чтобы Трампу голову расквасить? Скажите, может быть в наше время русскоязычный политик демократом? Никогда в жизни. Длящееся наследие первого срока Трампа – 4 уголовных дела против него. 3/5 части границы между США и Мексикой в Техасе. Тут действительно много ковбоев, которые ходят в ковбойских шляпах, и у них даже есть своя ковбойская церковь. Вон так и написано «Cowboy Church». Одна сторона представляет добро, а другая – зло. В каждом районе наркотики – это всегда большая проблема. Сегодня мы в Вашингтоне, чтобы вернуть, восстановить нашу республику. Уже 10 минут выступает стендап-комик, который жестко троллит Байдена. А до Белого дома всего 800 метров. Повседневная жизнь стала дороже за последние 4 года. Нам нужно вернуться к политике, которая обеспечит безопасность границы и укрепит экономику. Партия у власти использует правовые механизмы, чтобы заставить противника замолчать. Если он победит и Конгресс окажется под контролем республиканцев, то в политике могут наступить радикальные изменения. Привет, друзья! Мы в Нью-Йорке, а это Трамп Тауэр. Гораздо больше, чем один из многочисленных местных небоскребов. Это символ успеха бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа. В 80-е здесь, на углу 5-й авеню, был универмаг. Но его владельцы после настойчивых уговоров продали землю сыну успешного девелопера Фреда Трампа. Сам Фред был человеком богатым, безусловно, очень богатым и успешным, но не авантюрным, и вполне довольствовался возведением массового жилья в небогатых районах города. У его среднего сына оказался куда более агрессивный и эксцентричный характер. Первый же строительный проект, Трамп-младший пошел по стопам отца, был мега-пафосным, мега-дорогим, мега-амбициозным. Это была полная реконструкция обветшавшего к тому моменту отеля «Коммодор», который был переименован в Гранд Хайат. Трамп Тауэр — еще более амбициозный и более дорогой проект. 202-метровый небоскреб, в котором все люкс. Люкс-апартаменты, люкс-офисы, люкс-жильцы, люкс-арендаторы. Короче, полный люкс. Вот лишь одна деталь. Чтобы никто не посмел загородить обитателям Трамп Тауэр вид туда, вот на Центральный парк, Трамп выкупил воздушное пространство рядом. То есть здесь можно построить дом, но нельзя построить небоскреб, который загородит вид. Потом Трамп вяжется в еще более авантюрные проекты в Атлантик-Сити и горной столице восточного побережья. Ну, а потом начнет строить небоскреб своей политической карьеры. Как вы знаете, этот человек, как принято говорить, никого не оставляет равнодушным. Его либо обожают, либо ненавидят. Первые говорят, что он олицетворение духа американского предпринимательства, того, что здесь называют словом entrepreneurship. Вторые считают его просто талантливым, да, но жуликом, мошенником, чьи елейные речи сбивают с толку бесхитростную аудиторию. Кажется, ничто не может его остановить. Ни 2 попытки импичмента, ни проигрыш в предыдущих выборах, ни 4 уголовных дела, ни даже 2 покушения. После первого из них, когда весь мир облетели вот эти кадры, окровавленный, но не сломленный Трамп на фоне флага, его победа над мямлящим Байденом казалась уже неизбежной. Не ставшую сюрпризом рокировку на Камалу Харрис он сперва тоже высмеял. Помните эти знаменитые кадры на гольф-каре? Однако Камала оказалась куда более серьезным соперником, чем надеялись республиканцы. За нее, к тому же, горой встали все либеральные СМИ, которые снова изобретательно и самозабвенно изобличают, иногда прямо мочат Трампа. Вот обложка «Тайма» с пародией на тот самый гольф-кар. Как вы знаете, первые дебаты с Трампом Харрис выиграла, и опросы отдают ей незначительное лидерство. Однако и у Хиллари Клинтон на прошлых выборах тоже было незначительное лидерство, и мы помним, чем все закончилось. Что Трамп точно умеет делать, так это мобилизовывать свой электорат в решающий момент. Именно эта его непредсказуемость является главной интригой
и главным риском этой предвыборной кампании. В этой серии мы познакомимся с теми, кто его поддерживает. По данным опросов, 8 из 10 республиканских избирателей – белые верующие американцы. 7 из 10 – старше 50. 6 из 10 не имеют высшего образования. Но, вопреки стереотипу, избиратели республиканцев – это далеко не только реднеки и ковбои. Познакомимся с ними подробнее. Я бы сказал, что я правоцентрист. Меня можно назвать человеком правых взглядов. Республиканскую партию я поддерживаю из-за идеи более традиционного образования, когда меньше внимания уделяют общественным вопросам, зато лучше обучают чтению, письму и математике. Я поддерживаю это. Я думаю, что у демократической партии много недостатков в этом плане. Демократы пытаются ввести в государственных школах слишком много не имеющих прямого отношения к учебе предметов. Я всю жизнь живу в Америке. Я тут выросла, и мы почти никогда не говорили о политике. Это было чем-то вроде личного дела каждого. У меня всегда были друзья, которые занимали более левую или более правую позицию. Так что мне никогда не хотелось, чтобы это влияло на то, как я общаюсь с людьми. Я бы не сказала, что я всецело на стороне Трампа. Я определенно буду голосовать за него, честно говоря, но это не значит, что я во всем согласна с республиканской партией и тем, за что он выступает. Но в некоторых важных для меня вопросах я на его стороне. В каких, например? Например, я считаю, что экономику нужно серьезно исправлять. Ее состояние было намного лучше, когда Трамп был президентом. Также, на мой взгляд, важно позаботиться о безопасности границ и подобных вопросах. В каких-то вопросах я согласна с Демократической партией, но их решения не удержат нас от войны, не остановят ее, не исправят нашу экономику, не прекратят поступление фентанила в нашу страну и не укрепят границ. В Америке сейчас творится настоящее безумие, и я лично считаю, что политика Дональда Трампа поможет решить эти проблемы, прежде чем они станут слишком серьезными. У вас в семье бывают споры? Мы не говорим об этом. Мы об этом не разговариваем с Райли, а с Даниэлом раньше спорили. Я громче отстаиваю свою позицию. Они оба яростно спорили, и нам тоже иногда прилетало, если оказывались на пути. Мы приехали в Техас, исторически один из самых красных штатов, то есть самых республиканских. Все это про него знают, хотя в последнее время это уже не совсем так. Сюда все больше и больше переезжает демократов. Штат, соответственно, синеет, мы про это тоже сегодня поговорим. Но некоторые вещи неизменны. Например, любовь здешних жителей к пикап-тракам, вот таким вот грузовичкам, ну, в смысле, внедорожникам с кузовом. Здесь, мне кажется, самая большая концентрация этих машин на единицу площади и на 1000 человек населения. Когда едешь по дороге, чувствуешь себя маленьким и убогим, если ты едешь просто на таком небольшом SUV, как у нас. Кругом будет либо трак, фуры, то есть, либо вот пикап-трак. Причем надо еще подразумевать, что у водителей большинства из этих пикап-траков может быть в кабине ствол. Здесь даже популярная наклейка «Я не звоню 911», если что. Сразу стреляют. Хорошее место, чтобы рассказать вам про так называемую стратегию 2025. Это такой документ, который уже оброс своей конспирологией, в основном, кстати, слева. Конспирология это развивается в ходе этой предвыборной кампании. Это разработанное очень консервативным think tank'ом, ну, научно-исследовательским институтом, вашингтонским Heritage Foundation, программа действий для Трампа, когда он станет президентом. И там очень много пунктов, и один консервативнее другого. Heritage Foundation — довольно консервативное учреждение, которое предполагает передачу полномочий конкретно президенту, то есть от бюрократии наверх президенту, которое предполагает, например, устранение некоторых довольно важных министерств, например, Министерство образования. Вот, то есть, если это, как бы, это общее, да, если не вдаваться сильно в детали, это очень консервативный, ультраконсервативный продукт для довольно консервативной политики.
Для усиления власти президента? Для усиления власти президента, причем конкретного президента, конкретного человека в данном случае. Там есть очень многое, с чем я не согласен. Например, они поддерживают сокращение международной торговли, они поддерживают сильное снижение иммиграции. Я, с другой стороны, большой сторонник иммиграции. Там есть многое другое. Некоторые пункты, с которыми я даже согласен, некоторые нет. Когда был опубликован проект 25 года, была негативная реакция на него общественного мнения. Дональд Трамп объявил, что он не имеет никакого отношения к этому проекту, что он его не одобряет и так далее. Но, с другой стороны, если посмотрите список людей, которые участвовали в этом проекте, так есть большое количество таких, которые на самом деле близко связаны с Трампом, и многие из них работали в его администрации от 17 до 21 года. Это не значит, что если Трамп вернется к власти, так он ведет все там несколько сотен рекомендаций, которые есть в этом документе, если я правильно помню, там 900 или 1000 страниц или что-то в таком роде. Но я думаю, что тем не менее, что если Трамп вернется к власти, его политика во многих сферах будет хотя бы в большой степени похожа на то, что написано в проекте 2025. Трамп сказал, что на самом деле он ничего об этом не знает. Думаю, здесь может быть две правды. Возможно, Дональд Трамп мало об этом знает, но поддерживает тех многочисленных людей, которые пишут эту стратегию. И эти многочисленные люди готовы реализовать ее, став частью новой администрации Трампа. Дональд Трамп родился в 1946 году. Как я уже рассказал, его отцом был успешный застройщик Фред Трамп. Сначала он отправил сына в частную школу в Квинси, а когда тому исполнилось 13, за плохое поведение в военную академию, на полный пансион. У нас бы сказали, в Суворовское училище. Подросткам мне больше всего нравилось озорничать, напишет потом Дональд в одной из своих биографий. После школы будущий президент изучает бизнес-администрирование в частном Фордомском университете и экономику в Пенсильванском университете, входящем в Лигу Плюща, то есть в число самых престижных и дорогих вузов Америки. Окончив учебу, Трамп начинает работать в компании отца, в 71-м ее возглавляет и переименовывает в Trump Organization. Про ее знаковый проект я уже немного рассказал. Помимо Гранд Хайатта и Трамп Тауэр здесь, в Нью-Йорке, его самыми топовыми проектами считаются 3 казино в Атлантик-Сити и 72-этажная Trump World Tower, которая первые 2 года после постройки была самым высоким в мире жилым небоскребом. Сам Трамп с семьей селится в одной из 3-уровневых квартир на вершине вот этой башни Trump Tower. И, как он потом сам расскажет, в окно он все время будет видеть знаменитый отель Плаза. Смотрел на него и решил купить. И купил. Кстати, именно поэтому Трамп и появляется в роли камео в его холле, в холле этого отеля в фильме «Один дома 2». Помните? Простите, а где партия? Прямо по коридору и налево. В 85-м Трамп приобретает поместье Мар-а-Лаго во Флориде, там, где он через 30 лет якобы будет хранить в ванной и кладовке секретные документы из Белого дома. Но это вот сейчас одно из уголовных дел про это. Также он будет проводить там конкурсы красоты. Также он зарегистрирует бренды одежды, обуви и украшений и будет владеть модельным агентством. При этом далеко не все проекты Трампа были успешными. Проваливается попытка управлять футбольной командой, создание авиакомпании, запуск бренда водки и учреждение университета. Но все равно в Америке за Трампом твердо закрепляется репутация безупречно успешного, очень богатого, практически самого, наверное, известного в стране бизнесмена. Что интересно, во многом это происходит не благодаря его бизнес-достижениям, а благодаря его качествам шоумена. В какой-то момент он просто становится телеведущим и ведет очень популярное здесь шоу «Apprentice», «Претендент». Смысл в том, что люди приходят к Трампу на прием, доказывают, что они достойны работать в его компании, он задает им вопросы, фактически собеседование проводит на глазах у всей многомиллионной аудитории, и большинству говорит «You're fired». «You're fired». И выгоняет прочь. Но кого-то нанимает. «You are hired». И есть знаменитые кадры, как вот туда вот в студию, где это все снималось, стояли очереди за
километры просто. Люди приходили и пытались свой шанс реализовать. И Трамп тогда и стал вот таким вот совершенно человеком-символом. То есть он, в общем, шоумен. И в политику пришел как шоумен. The purest, best tasting water you can imagine. Trump Ice. Good luck. Thank you. Хотя к началу 90-х он был уже в долгах на миллиарды. При этом банки реструктурировали ему долги раз за разом. Потому что он для всей Америки был, как это здесь называют, too big to fail. Это обычно говорят про корпорации, но Трамп — это и есть человек корпорации, потому что ведь он не случайно с самого начала сделал свое имя брендом. Дальше больше. В начале нулевых его начинает интересовать политика. И он даже думает выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах от маленькой партии «Реформ». Но потом он понимает, что нет, от этой партии не пройдешь, и чтобы победить, нужно идти либо от республиканцев, либо от демократов. И в президентской кампании Трамп с самого начала подходит так же, как к шоу, так же, как к «Apprentice». Рассказывают, что его ролевой моделью здесь был Джесси Вентура, такой совершенно тоже легендарный здесь человек, рестлер. Помните американский рестлинг, да, где вот так вот люди друг друга кидают об борт, там, в смысле об борт ринга, кричат страшно, ну, в общем, такое, как бы борьба-драка, на самом деле шоу. Был такой Джесси Вентура, рестлер, который стал губернатором Миннесоты. Вот на этом тоже, на всем. Он кричал, что он тут наведет порядок, чиновников и вашингтонский этот весь обком разгонит, и люди его поддержали. И Трамп, как считается, многое у него взял. В 2012-м он сделает еще одну попытку избраться от республиканцев на этот раз, и в 2016-м эта попытка увенчается успехом. Срок у Трампа, как вы знаете, вышел скандальным с самого начала. Демократы обвинили и продолжают обвинять Кремль, что он через Пригожинскую фабрику троллей и другими способами произвел так называемый collusion, то есть вмешался в голосование, распространяя через соцсети информацию, которая была выгодна Трампу и топила Хиллари Клинтон. Москва, как вы знаете, эти обвинения категорически отвергает. В течение 4 лет у власти Трамп пытался отменить Obamacare безуспешно, запрещал въезд в страну гражданам 7 мусульманских стран, вывел США из Парижского соглашения по климату, из Всемирной организации здравоохранения и из ЮНЕСКО и начал торговую войну с Китаем. Но для американской экономики это были хорошие годы. Уровень безработицы в 2019-м упал до 3,5%, самой низкой отметки за 50 лет, а ВВП в 2018-м вырос почти до 3%. В 2019-м Дональд Трамп становится 3-м президентом США, которого пытались подвергнуть процедуре импичмента, то есть отстранения от должности. В демократической, то есть контролировавшейся демократами Палате представителей, считали, что он шантажом пытался заставить Киев начать расследование против сына Джо Байдена Хантера. Тот входил в совет директоров украинской газовой компании «Burisma Holdings». Республиканский сенат президента оправдал. Вторая попытка произошла в 2021-м, после выборов, которые Трамп проиграл. Напомню, сам он заявлял, что выиграл. 6 января сторонники Трампа, как вы помните, врываются в Капитолий, устраивают стычки с полицией, жертвами которых становится 5 человек. Демократы в Палате представителей вновь пытаются объявить Трампу импичмент, заявляя, что именно он заставлял сторонников идти на штурм. Сенат Трампа вновь оправдывает. Длящееся наследие первого срока Трампа — 4 уголовных дела против него. Первое как раз о штурме Капитолия, из-за которого ему пытались объявить импичмент. Оно еще рассматривается, но в июле Верховный суд, сейчас там большинство судей от республиканцев, постановил, что экс-президент имеет обширный иммунитет. Это решение, которое может повлиять и на вердикт. Второе дело против Трампа о документах под грифом «совершенно секретно», которые он вывез из Белого дома и привез к себе в резиденцию во Флориду. В ходе обыска агенты изъяли 102 документа из его кабинета, кладовой и даже из ванной. Сторона обвинения считает, что Трамп еще и показывал их посторонним людям. В июле суд во Флориде закрыл дело, посчитав, что прокурор Джек Смит был назначен неконституционным путем. Кстати, вынесшую решение судью Эйлин Кеннон когда-то назначил на ее пост именно Трамп. Третье дело против Трампа о фальсификации выборов в Джорджии. По версии следствия, экс-президент пытался повлиять на результаты, надавив на госсекретаря штата. И последнее, 4-е дело о деньгах за молчание.
По версии обвинения, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порной актрисой Сторми Дэниелс. Это, разумеется, ненаказуемо, но за несколько дней до выборов 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил Дэниелс $130 тысяч в обмен за неразглашение той информации. И позже Трамп вернул ему эту сумму, замаскировав ее как гонорар за юридические услуги. А это уже махинация с налогообложением, за что и уцепились демократы. В мае суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента виновным в фальсификации документов, но приговор будет обнародован только после выборов. Это злоупотребление полномочиями. Партия у власти использует правовые механизмы, чтобы заставить противника замолчать. Если бы Дональд Трамп не был кандидатом в президенты, то и дела бы никакие не заводили. Просто смешно. Это какая-то пародия на правосудие. Так что в моей картине мира эти уголовные дела лишь добавляют очков Трампу. Возможно ли, что Дональда Трампа посадят в тюрьму в случае его проигрыша на выборах? Вряд ли. Сейчас поясню, почему. Представим, что он проиграл, а Камала выиграла. Она будет пытаться понравиться всем и скажет: «Смотрите, как я мудро поступаю. Настало время забыть Дональда Трампа и двигаться дальше. Я предлагаю закрыть эти уголовные дела, чтобы мы как страна могли развиваться». Это будет целительно, все будут восхищены. Полагаю, что сценарий был бы такой. А если Трамп победит, он сам закроет эти дела? Нет, сам он не может их закрыть. Неужели они будут уголовно преследовать действующего президента? Нет, конечно, он не сядет в тюрьму. Он не может амнистировать себя как президент? Он может амнистировать себя по преступлениям федерального уровня, но не уровня штатов. Такого у нас еще не было. И думаю, что разные специалисты по институциям, Конгрессу и конституционному праву дадут вам разные ответы на этот вопрос. Нельзя сказать, чем закончится фильм, если никогда этот фильм не видел. Такого прецедента еще не было. Я подозреваю, что он попытается воспользоваться этим. Дело дойдет до апелляций и судебных разбирательств. Его поддержит Верховный суд. Если делать ставку, я бы поставил на то, что консерваторы будут править с помощью консерваторов. Скажите, может быть в наше время русскоязычный политик демократом? Никогда в жизни. Ну просто вот ответьте. Дайте я вам, чтобы я сейчас подумал. А я за Трампа. Я сейчас позвоню Кэмелу, я у него знаю. Если вы позвоните Кэмелу, даже она вам скажет, что я вам сейчас скажу. Русскоязычный политик сегодня не может быть демократом. Абсолютно исключено. Знаете почему? Мы с вами видели, что такое социализм. А американорожденные избиратели не видели. Никогда ничего не будет. Если вы следите за travel-блогами, видели что-то на Ютубе про русскоязычную Америку, то, конечно, вы узнали это место. Это знаменитый Брайтон-Бич, главное русскоязычное место Соединенных Штатов. И такая временная петля. Здесь время застыло в 70-х, 80-х прошлого века. Два слова буквально про русских избирателей. В Америке, по статистике, около 5 миллионов выходцев из бывшего СССР. Из них половина, примерно 2,5 миллиона из России. В Нью-Йорке около 200-250 тысяч русскоязычных людей живет. Половина из них, кстати, свободно не говорит по-английски. А вообще русский четвертый по распространенности язык после английского, испанского и китайского. Это здесь идет метро. Традиционно здесь, на Брайтоне и вообще в русскоязычном Нью-Йорке голосуют за республиканцев, потому что наши соотечественники, они очень консервативно настроены, особенно по отношению к мигрантам. Именно отсюда, от этого округа, избрался в Ассамблею штата Нью-Йорк, по-нашему в региональный парламент, Алек Брук-Красный, очень уважаемый здесь на Брайтоне и в русскоязычном Бруклине, в этом районе, политик. Мы приехали с ним поговорить и заодно узнать, почему он недавно перешел из демократической партии в республиканскую. Вообще, я, в общем, говорю всегда так, как говорил Рейган когда-то, когда его спрашивали, вы ушли из демократической партии, Рейган говорил, не я ушел из демократической партии, она от меня ушла. У меня та же самая история. Потому что демократическая партия сегодня, особенно в Нью-Йорке, она сильно находится под влиянием, я бы сказал, марксистов. Людей с очень сильно левой идеологией. И для меня это совершенно неприемлемо. Я все-таки
почти 40 лет назад, 36, я уехал из Москвы. В общем, уехал от социалистов. Да? Ну, об этом можно говорить, можно спорить, какой это был социализм. И коммунизм это, конечно, не был далеко. Но, во всяком случае, я это все очень хорошо помню, поскольку я уехал из Москвы, мне было уже 30 лет. Я не был маленьким мальчиком. И поэтому сегодня влияние левых демократической партии настолько велико, что она становится социалистической. Особенно в Нью-Йорке. Может быть, в других местах Америки это не так видно, но в Нью-Йорке демократическая партия полностью уже в руках левых. Этот Ельцин продал всю родину, этот помог продать всю родину, а этот, ну, сказать бы, Конституцию потерял Советского Союза, этот распустил всех фашистов, а Сталина нету. А люди не возмущаются, что здесь Путин стоит и матрешка? Не возмущаются, нет. Наоборот, им интересно. Окей. Очень много дебатов насчет этого. Серьезно? Да, профессора ко мне приходят, спрашивают, почему, как это, то, что ты думаешь о нем. Ну, я объясняю. Мы очень здесь много объясняем. Здесь раньше вообще были все геи, а сейчас уже цены поднялись очень высоко, и все они уже разъезжаются, сюда приезжают все бизнесмены, банкиры. То есть богатеет район? Богатеет, да. И, соответственно, клиенты... А до них, до геев здесь были вообще одни черные, латинцы, здесь беспредел был конкретный. И они сюда пришли, те уехали, теперь эти уезжают, другие приезжают. Трамп не может держать себя в руках. Но в него дважды стреляли. Понимаешь? Это ненормально. Он не может сдержать себя. Нет, это не круто. Вот этот мемориал в центре Далласа посвящен памяти президента Джона Кеннеди, которого застрелили здесь, буквально в 180 метрах от этого места, в ноябре 1963-го. Дональду Трампу повезло, что по итогам этого года в его честь не будут ставить таких мемориалов, потому что за этот год Трампа пытались убить дважды. 13 июля он чудом увернулся от пули на митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Она, как вы помните, задела его ухо. Погиб один из участников митинга, двое были ранены. 20-летнего стрелка застрелили сотрудники секретной службы. А вот этот снимок стал сейчас одним из главных фото предвыборной кампании Трампа. 15 сентября произошло второе покушение, теперь уже во Флориде, где кандидат в президенты играл в гольф. Один из охранников Трампа увидел, что из кустов выглядывает дуло винтовки и поднял тревогу. Трампа увезли в безопасное место на гольф-каре, стрелка задержали, а на месте несостоявшейся стрельбы нашли автомат примерно типа АК-47 с оптическим прицелом, 2 рюкзака и камеру GoPro. Трамп утверждает, что ни первое, ни второе покушение никак на него не повлияли, и он старается о них не думать. Но в политике, разумеется, покушение, тем более неудавшееся покушение, это политический фактор. Как он влияет на эту кампанию, как он может повлиять на результат этих выборов? Покушения заставили нас задуматься, заставили нас остановиться. И будь ты даже самым убежденным либералом или демократом, ты понимаешь, что нельзя убивать человека только за то, что он баллотируется на государственную должность. Ты можешь ненавидеть человека за его взгляды, но все признают, что политическое насилие подрывает то, за что мы выступаем как страна. После всего случившегося, особенно после того покушения, которое попало на видео, все сочувствовали Дональду Трампу и его предвыборной кампании, потому что ни один человек, ни один кандидат не должен сталкиваться с таким, рисковать своей жизнью, особенно когда такое попадает на видео. Одно дело слышать о покушении, и совсем другое увидеть его в прямом эфире по национальному телевидению, что мы все и видели. Тогда все замедлилось. Возможно, нам стоит задуматься о том, насколько мы предвзяты. Мы должны стараться высказывать свое несогласие, не вызывая неприятия. Все это мы наблюдали как минимум неделю. А потом мы вдруг ускорились и быстро забыли не только об этом покушении, но и о следующем.
Мы приехали на собрание республиканского актива округа Эллис в Техасе. Это самое низовое звено политического устройства. То есть это вот люди, которые непосредственно работают в поле, которые возглавляют республиканские ячейки, что называется, на местах. Такой низовой актив, если по-нашему. И здесь они собираются в последний раз сейчас перед выборами обсудить насущные проблемы, послушать своих избранных членов на предмет того, как выполняются текущие работы, и заодно обсудить, как пройдут сами президентские выборы в ноябре. Ну, по большому счету известно, что пройдут они спокойно, потому что это очень красное графство, красный каунти. Здесь больше 70% всегда голосуют за республиканцев. Даже, вон, видите, написано «Keep Texas Red». Сохраняйте Техас красным, голосуйте за республиканцев. Что сегодня на повестке дня? На национальном уровне, очевидно, экономика имеет огромное значение. Экономика — это главная проблема. Инфляция просто зашкаливает. Мы должны взять под контроль инфляцию. Да и вопрос границы. И вторая проблема тесно связана с первой. Она негативно влияет на заработную плату и возможности трудоустройства для многих людей. Не говоря уже о том, что безопасность самой границы — это серьезный вопрос. Мы очень обеспокоены безопасностью, поэтому мы хотим, чтобы этот вопрос был решен. Нам нужно вернуться к политике, которая обеспечит безопасность границы и укрепит экономику. Мы сможем вернуть энергетическую независимость. Это все крайне важно и на предстоящих выборах станет важнейшими темами для обсуждения. Я вижу здесь также представителей правоохранительных органов. Это избранный шериф округа Эллис. В ноябре он будет переизбираться, соперников у него нет. Он выиграл праймерис тоже без соперников. Он станет шерифом на следующие 4 года, если не случится ничего безумного. На первый срок я заступил в январе 2021 года, и меня только что переизбрали на второй срок, который начнется в январе 2025 года. Так вы избираетесь на сколько лет? 4 года. Как президент? Да. Что вас беспокоит здесь, как правоохранителя, больше всего? Самым тревожным? В каждом районе наркотики — это всегда большая проблема. У нас не торгуют наркотиками в открытую. Вы не увидите, как кто-то торгует наркотиками на улицах, но это все равно влияет на наших детей. Скажите, а что вы думаете о легализации марихуаны, вот как, например, в Нью-Йорке? Я думаю, что это плохая идея, потому что это наркотик для старта. Я никогда никого не арестовывал за кокаин. Я работал в отделе по борьбе с наркотиками 12 лет своей карьеры, так что я знаю наркотики довольно хорошо. Я никогда не арестовывал никого за кокаин, метамфетамин или героин, кто не начинал с марихуаны. Фентанил — это огромная проблема, которой раньше не было. Это был метамфетамин. Долгое время это был крэк, кокаин. Помните, в 80-е годы? А сейчас это фентанил. И все это идет из Мексики? Все это идет прямо через границу. Наши открытые границы — это ужасно для борьбы с наркотиками в любой точке Соединенных Штатов, потому что наши границы открыты. Наркотики свободно проходят через границу. Предвыборные дебаты — очень старая политическая традиция. Впервые прошли еще в 1858-м республиканец Авраам Линкольн, тот, который изображен на 5-долларовой купюре, и демократ Стивен Дуглас избирались в Сенат от Иллинойса, вместе ездили по избирательным округам и там спорили. И те выборы Линкольн проиграл. Но зато он прославился на всю страну и спустя 3 года выиграл президентские выборы, а потом победил в гражданской войне и отменил рабство. Ну, вернее, был одним из тех, кто принимал это решение. С тех пор дебаты остаются важной частью американского избирательного процесса. В среднем они перед выборами проходят 3 раза. В этом году было исключение, как вы знаете. Сначала, как и было запланировано, в эфире CNN дебатировали Дональд Трамп и Джо Байден. Вы помните это провальное для Байдена выступление, после которого даже его сторонники сказали, что он должен уйти. «Нью-Йорк Таймс» написала редакционную статью, чтобы послужить своей стране, президент должен покинуть гонку. Она называлась, это очень было сильное заявление. Но на самом деле это все равно оставалось словами. Даже когда они написали, что Байден превратился в тень некогда великого государственного человека. Гораздо важнее, что после этого отказывать в финансовой поддержке Байдену стали кошельки Демпартии. А без таких кошельков в Америке выборы не выигрывают.
И Байден, как вы помните, не сразу, со скрипом, неохотно, но услышал однопартийцев. Сентябрьские дебаты Трампа с Харрис, первые и, кажется, последние, прошли гораздо более живо. Вы помните, что Харрис там сразу обозначила свое преимущество тем, что подошла, пожала Трампу руку. Kamala Harris. Let's have a good debate. Thank you. Кстати, Байден этого никогда не делал. Но самым ярким моментом дебатов, конечно, стал монолог Трампа, который разошелся на мемы. Вот тот про мигрантов-гаитянцев, которые в штате Огайо едят на обед собак и кошек местных жителей. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Трамп заявил, что слышал об этом по телевизору. И правда, история родилась не на пустом месте, как это водится в соцсетях. И впервые подобный рассказ появился в одной из закрытых групп жителей Спрингфилда в Фейсбуке. Его автор действительно писал, что у подруги, дочери, его соседа пропала кошка, и потом эту кошку якобы нашли висящую у дома мигрантов с Гаити, которые ее собирались съесть. Полиция и власти это заявление опровергали, но историю подхватили, и в том числе республиканцы подхватили. Одним из первых кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс. The town completely ignored by the American media until Donald Trump and I started surfacing some of these concerns. После дебатов антитрамповски настроенные избиратели Спрингфилда стали публиковать в запрещенной у нас соцсети ролики, как они бегают за домашними животными с кастрюлями и сковородками, ну и вообще количество мемов превысило все возможные пределы, уверен, вы их видели. Вот этот или вот этот. Но если без шуток, Спрингфилд не случайно стал центром дискуссии об иммиграции. Там действительно много гаитянцев. А проблема мигрантов действительно одна из самых серьезных в современной Америке. Мы по-прежнему в Техасе. Этот штат имеет самую протяженную границу с Мексикой — 1930 километров. По официальным данным, с января 21 по декабрь прошлого года американские пограничники пропустили в страну почти 2,5 миллиона мигрантов без виз. Еще 4 миллиона были депортированы. Миграция — тема, на которой республиканцы традиционно зарабатывают политические очки. Дональд Трамп заявляет, что мигранты отравляют кровь страны и обещает в случае переизбрания запечатать границу, достроить стену, которую не успел закончить во время прошлого срока, и заодно провести крупнейшую операцию по депортации в истории США с участием федеральных войск. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country. Такие предложения находят в Техасе самую что ни на есть горячую поддержку, особенно на фоне конфликта местного губернатора-республиканца Грега Эббота с федеральным правительством. В марте 2021 года Эббот без согласования с Вашингтоном начал операцию «Одинокая звезда». Местным полицейским и Нацгвардии дали приказ задерживать нелегалов и отправлять автобусами в те штаты, где у власти демократы. Стоимость операции оценивается в $11 миллиардов. Часть денег Эббот взял из бюджета, помогли и другие республиканские штаты. Это продолжалось 2 года. В марте 23-го Техас установил на берегу реки Рио-Гранде, по которой идет граница с Мексикой, несколько рядов колючей проволоки. Губернатор заявил, что никакие согласования сверху ему не нужны. Полицейские и гвардейцы нередко применяли силу, мигрантов сталкивали прямо в реку. После этого Верховный суд, в этом году это было, решил, что Вашингтон, федеральное правительство, имеет право демонтировать заграждение. Приехали федеральные чиновники и стали снимать проволоку, но местные правоохранители поставили ее обратно. Более того, совместными силами Нацгвардия и полиция Техаса взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Администрация Байдена потребовала прекратить блокаду. Техас отказался. Именно в этот момент в российском сегменте сети появилось огромное количество мемов и серьезных публикаций, что, мол, Техас отделяется, что это такой же почти американский ДНР, и что до гражданской войны рукой подать. Это, конечно, преувеличение, откровенно говоря. Гражданская война — это действительно одна из тем местной повестки, тем более недавно вышел фильм Алекса Гарланда. Но пока конфликт в Техасе просто перешел в затяжную юридическую фазу. Грег Эббот, несмотря на судебное решение, продолжает возводить новые и новые заграждения с колючей проволокой. Я думаю, что операция «Одинокая звезда» проводится в основном для того, чтобы улучшить политические перспективы нашего губернатора Грега Эббота.
Он видит в этом для себя возможность стать более заметным на национальной политической арене. Поэтому и устроил эту большую театральную постановку вдоль границы. Но 3/5 части границы между США и Мексикой в Техасе. Иммигрантов здесь многие недолюбливают. Операция «Одинокая звезда» в Техасе — это во многом показуха. Однако губернатор штата пытается подчеркнуть, что на границе существует серьезная проблема, так как мы являемся приграничным штатом. Федеральное правительство сделало вид, что ничего не происходит, хотя это не так. Это совершенно очевидно. Это не только мое мнение. Есть много видеодоказательств, которые подтверждают, что огромное число людей пересекают границу. Этих людей гораздо больше, чем мы можем принять без вреда для общества. Последние несколько лет мы периодами наблюдаем огромные притоки мексиканцев, пытающихся пересечь границу. Лично я думаю, что кризис заключается в том, что эти люди очень бедны, они страдают, они прошли долгий путь. Я лично считаю, что американцам в Техасе стоит постараться отнестись к этим людям с состраданием, помочь им, если возможно. Демократы больше думают о мигрантах, нелегальных, о том, чтобы снизить финансирование полиции, что вообще само по себе совершенно, так сказать, находится за пределами здравого смысла, особенно в больших городах, где преступность по-прежнему существует. Многие обеспокоены уровнем преступности. Я хочу сделать так, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности в этих районах. Мне кажется, где-то 5 лет назад принимали закон о реформе освобождения под залог. Моему оппоненту нравится говорить, какой этот закон плохой, но сам он никаких решений не предлагает. Я хочу реально что-то сделать для того, чтобы люди чувствовали себя в этих районах в безопасности. Хочу вас спросить о некоторых инициативах Дональда Трампа. Он один из главных критиков миграционной политики. И в случае победы обещает устроить депортацию века. Насколько это проблема, которая заботит ваших избирателей здесь? Вы имеете в виду иммигрантов? Мигранты, да, мигранты. Практически совсем не заботит. Потому что последняя волна иммигрантов – это иммигранты из Украины. Они в основном легальные все. Очень мало среди них нелегальных иммигрантов. Но тех, которые являются нелегальными, я думаю, они, так сказать, в подаче на статус политического убежища. Практически все. Во всяком случае, все, с кем я общаюсь. Поэтому русскоязычных это, я не думаю, что это сильно затронет. Он говорит скорее о людях, которые могут быть признаны участниками каких-то банд или, может быть, из криминального круга, из тех стран, из которых они прибежали в Америку. Он больше говорит о таких людях, мне кажется. Хотя иногда, надо это сказать откровенно, Трамп не очень объясняет, о ком он именно говорит. Мне кажется, что это его упущение иногда. Массовая депортация – очень опасная штука. Это очень опасная риторика. Мне кажется, те, кто совершает преступления и просто делает что-то не во благо окружающим, не должны быть здесь. Думаю, все с этим согласятся. Но массовая депортация – с этим надо быть осторожнее. Это опасно. Именно потому, что сегодня в этом списке одна группа, завтра другая. И вы можете быть в этой группе. Нужно быть осторожнее. Я против нелегальной миграции. Конечно, люди едут сюда не просто так. Когда читаешь, что творится в Мексике или других странах Южной Америки, ты это понимаешь. Тем не менее, я против незаконной иммиграции. Но я не уверена, что проблему решит депортация. Многие, кто приезжают сюда из Мексики, берутся здесь за такую работу, на которую мы, скорее всего, согласимся в последнюю очередь. Косить траву, убирать дома, работать на стройке – все в таком духе. Тем не менее, действуйте по закону. Мы понимаем, если едет семья, то приедут и другие ее родственники. Это непростой вопрос. Не уверена, что метод, к которому Трамп обещает прибегнуть, действительно будет использован. Не уверена, что так будет. Но я против того, чтобы все люди без разбора приезжали сюда.
Когда такого нет в других странах, а здесь происходит, задаешься вопросом, почему? Почему все так? Нам приехать сюда было очень сложно. Дважды не выдавали грин-карту. Не дважды. Отказ был один. Один был по ошибке. В миграционных службах часто работают не самые одаренные люди. Им сложно разобраться, кто ты такой. «Ой, мы думали, у вас другая специальность. Извините. Конечно, вам одобрено». Так еще же письмо приходило. Они написали, что у тебя нет Нобелевской премии. Как будто все приезжают в США с Нобелевской премией. Просто слов нет. Я с программой полностью согласен. Многих нужно депортировать. Я согласен, что люди имеют право получить здесь политическое убежище, обрести свободу и получить защиту. Я полностью согласен с тем, что любой законный мигрант может получить гражданство. Но с тем, что в стране могут оставаться нелегальные мигранты, я не согласен. Я бы спросила этих людей, собираются ли они сами собирать свою чертову клубнику. Вот что я бы у них спросила. Я думаю, если в нашей стране не будет больше иммигрантов, у нас возникнут реальные проблемы. Почти все граждане Америки эмигрировали в эту страну, за исключением коренных жителей, которые жили здесь до того, как сюда приехали европейцы. Это страна эмигрантов. Я не думаю, что мы забыли об этом. Я вырос в Хьюстоне. Я видел в основном нелегальных мигрантов из Мексики. Они всегда работали, строили дома, укладывали бетон, занимались благоустройством территорий. Они все работали. В последнее время многие нелегальные мигранты приезжают и просто просят убежища. Многие из них — это экономические мигранты. Они не политические, а экономические мигранты, выдающие себя за тех, кому нужно убежище. Многие из них на самом деле не имеют никаких навыков и не интегрируются в местное общество. Например, те же гаитяне в Огайо. Здесь, в Техасе, у нас очень много испаноязычных клиентов. Чаще всего это иммигранты из Мексики, но не только оттуда. В целом по стране мы наблюдаем все больше и больше русскоязычных клиентов. За последние годы мы, можно сказать, стали специализироваться на таких случаях. Их очень, очень много. Среди всех иммигрантов, которые подают заявку на убежище, русскоязычных будет около 5 или 10%. При этом в центрах временного содержания их будет гораздо больше. Сейчас, например, мы находимся в такой точке, когда практически каждый приезжающий русскоговорящий человек оказывается задержан. Практически каждый. Исключения составляют лишь женщины с детьми и другие уязвимые группы. Как политика в отношении иммигрантов изменилась за последние 4 года? Очень сильно изменилась. Контроль снизился до минимума. Правительство хотело показать, что государство стало более человечным и гостеприимным по отношению к мигрантам. И люди тут же решили, что это их шанс. Вскоре после этого началась война в Украине, и многие жители этого региона тоже стали переезжать в США. Вы причисляете себя к демократам, но голосовать скорее собираетесь за Дональда Трампа, так? Не могу точно сказать, к кому я себя причисляю. В разные периоды я голосовал за обе партии. Скорее, я назвал бы себя центристом. Тем не менее, в этом году выбор очевиден. Объясню свою позицию. На мой взгляд, Дональд Трамп был бы лучшим президентом для американского бизнеса и иммиграции. Хоть это сначала и не кажется логичным. Он ведь за тотальное ужесточение контроля. Большинство нелегалов живут в городах-убежищах или штатах-убежищах, где их не преследуют, где их никто не сдаст федералам и где им не грозит депортация. Среди таких штатов Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк. Все эти 3 штата объединяет один факт. Они всегда голосуют за демократов, независимо от кандидата. И голосуют с огромным отрывом. Нет никаких сомнений, что и сейчас будет так же. Так вот, нелегалы в этих штатах фиксируются в переписи населения. В выборах этого года победу может принести буквально 1 или 2 голоса выборщиков. Настолько мал разрыв. Так что, если продолжать селить нелегальных иммигрантов в колеблющиеся штаты вроде Огайо, Пенсильвании, может даже Флориды или Техаса, где победа республиканцев не гарантирована, и никак не регулировать их положение, в ходе переписи населения в 2030 году они тоже будут посчитаны, и эти штаты надолго станут синими. Есть теория заговора. Якобы всех этих людей ввозят в страну и позволяют им здесь обосноваться, чтобы впоследствии превратить их в электорат, который будет голосовать за демократов и изменит ситуацию в Техасе и других штатах.
Такого заговора нет. На самом деле республиканцы тоже могут побороться за голоса недавних иммигрантов. В некоторых штатах, например, во Флориде, где сейчас много испаноязычных иммигрантов, республиканцы добиваются вполне неплохих результатов. Нет никаких гарантий, что мигранты, которые приезжают и получают гражданство, будут всегда голосовать за демократов. Камала Харрис и техасские демократы неоднократно указывали на законопроект об иммиграции в Конгрессе, который, по их словам, уничтожил Дональд Трамп. Законопроект весьма жесткий. Он изменит политику предоставления убежища в США. Она станет гораздо строже. 10 лет назад демократы выступили бы против этой идеи, но сейчас они ее поддерживают. Власти Техаса пытались закрыть наши границы и защитить наш штат от нелегальных иммигрантов, а федеральное правительство им запрещало и мешало им выполнять свою работу. Мы полностью поддерживаем власти штата Техас. Значит, вы считаете, что они делают правильную работу? Если бы мы им позволили делать свою работу как следует, они могли бы защитить наш штат и закрыть наши границы. Но когда федеральное правительство вмешивается и не позволяет им этого сделать, они не могут выполнять свою работу должным образом. Знаете, есть такие стереотипы, которые кажутся настолько прямыми и примитивными, что думаешь, такого не может быть в реальной жизни. Но здесь, в Техасе, случается. Тут действительно много ковбоев, которые ходят в ковбойских шляпах, и у них даже есть своя ковбойская церковь. Вон так и написано «Cowboy Church». И у этой церкви есть пастор, отец Дерек Роджерс. Тоже ковбой. Он в 2020 году тут оскандалился, потому что впрямую призвал голосовать за Дональда Трампа. И за это на него очень сильно наехали, потому что по американскому закону священнослужители церковной организации не имеют права впрямую участвовать в предвыборной агитации, иначе она может потерять право на налоговую льготу, которая есть у американских церквей. Отец Роджерс тогда отбился, сейчас стал осторожнее в формулировках, но в целом, знаете, друзья, я иногда завидую таким людям, потому что для них все в целом ясно. Все разделено на черное и на белое, нет полутонов, и понятно, где добро, где зло. Здесь, в ковбойской церкви, многие думают, что все, кто сюда приходит, должны быть ковбоями или носить ковбойскую шляпу, но это не так. Ковбойская церковь — это скорее особая атмосфера Дикого Запада, где мы сохраняем наше наследие, наш стиль. Если вы хотите прийти в сапогах, джинсах и шляпе, пожалуйста. Если вы хотите одеться в костюм и галстук, пожалуйста. Если вы хотите прийти в шортах, это тоже нормально. Если хотите прийти в комбинезоне, это тоже хорошо. Это место, куда можно прийти таким, какой ты есть. Вам не нужно соответствовать какому-то определенному дресс-коду. Это и есть идея ковбойской церкви. Расслабленная атмосфера, где каждому рады. Good morning to you. Это протестантская или католическая церковь? Это протестантская церковь. Мы христиане. Сколько людей обычно бывает здесь по воскресеньям? Обычно сюда приходит около 550 человек в среднем, иногда 600. На Пасху может быть до 900. Думаю, большинство из них в возрасте от 50 до 70 лет. Примерно треть в возрасте от 30 до 40 лет. В 2020-м вы сказали, что хороший христианин должен голосовать за Дональда Трампа. Сказали бы вы то же самое сейчас? Скажу так, на случай, если вы пытаетесь поймать меня на слове. Я считаю, что нужно голосовать, исходя из той политики, которую проводят кандидаты. Если вы христианин, верите в Слово Божье и в Иисуса Христа, то вы должны голосовать за ту политику, которая наилучшим образом представляет христианство и Слово Божье. На данный момент существует два отличающихся друг от друга политических курса. Один из них лучше представляет христианство и Слово Божье. И, по моему мнению, это больше относится к правым. Почему к правым? Почему к республиканцам, на ваш взгляд?
Потому что мы не верим в аборты. Мы считаем, что убийство — это зло. Мы не поддерживаем трансгендерную идеологию. Мы верим, что Бог создал мужчину и женщину, два пола. Бог определяет ваш пол, а не вы сами. Мы также верим в брак между мужем и женой, а не между людьми одного пола. Мы не поддерживаем открытые границы. Поэтому, если вы посмотрите на эти вопросы, то увидите, что мы больше склоняемся к правым, потому что они противостоят этим вещам и ближе к библейским убеждениям, чем левые. Вы также сказали, окей, я не буду произносить название партии, но вы сказали, что другая партия, не республиканская, это злобный монстр. Почему так? Если вы посмотрите на битву между добром и злом, одна сторона представляет добро, а другая — зло. Все, что не является добром, что не основано на Библии, что не является правдой, что является ложью, это от лукавого. Поэтому мы это и называем злом. Но, может быть, реальный мир немного сложнее, чем просто черное и белое? Вы думаете? Вероятно. Я так не думаю. Я считаю, что Библия очень четко говорит о том, что правильно и что неправильно. Я верю, что существует абсолютная истина о том, что есть добро и что есть зло. Я думаю, что люди размыли эти границы, но если вы посмотрите на Слово Божье и Библию, то там все невероятно ясно. Эти границы четко очерчены, нет серой зоны. Все либо черное, либо белое, если смотреть через призму Библии. Даже когда речь идет о политике? Да, даже тогда. Думаю, это верно. Моя позиция — я техасский республиканец. Я из этого округа. Вырос здесь, на ферме. Я из округа Эллис. Меня привезли сюда в год, а теперь мне 55. Я знаю каждый уголок этого округа. На первых выборах я получил 73% голосов. На вторых выборах я получил 70% голосов. И если посмотреть на погрешность в 2-3%, то большинство людей, которые голосовали за меня первые 4 года. Голосовали за меня и вторые 4 года. Но из-за убыли населения я потерял 2-3%, потому что некоторые люди уезжают, а вместо них приехали те, у кого немного другие, более городские идеалы. В Техасе низкая стоимость жизни. Этот дом мы купили в 2020 году за $275 тысяч. Если вы захотите купить квартиру такого же размера, например, в Нью-Йорке, думаю, не меньше 2 миллионов. Больше $2 миллионов. Возможно, это не совсем корректное сравнение. Давайте сравним его со средним пригородным домом в Лос-Анджелесе, примерно такого размера. Он будет стоить $800 тысяч. Люди приезжают из-за низкой стоимости жизни в поисках работы. Некоторые компании переехали сюда, например, HP. Илон Маск, как известно, переместил главный офис Tesla из SpaceX в Техас. Приезжает много людей из разных штатов. Наши близкие друзья переехали из Миннесоты 1,5 года назад. Они активные сторонники демократов. У них перед домом стоит щит в поддержку Камалы Харрис и Тима Уолтса. Это не помешало им переехать в Красный Техас ради работы. Но я считаю, что это не такая большая проблема, как думают некоторые. Если штат становится фиолетовым, как здесь говорят, это может быть и хорошо. Значит, кандидаты от каждой партии становятся ближе к центристам. Крайне правый республиканец с Библией в одной руке и пистолетом в другой не сможет привлечь голоса демократов из пригородов. Нужно быть ближе к центру. Я не считаю, что это плохо. Все со временем меняется. Когда-то Калифорния была республиканской, но это было давно, 40 лет назад. Все меняется. Это естественный ход истории. Сюда приезжает больше сторонников демократов? Я бы сказал, фиолетовых. Людей с умеренными взглядами, которые пока не определились, в какую сторону им двигаться. Мы видим, что люди, которые приезжают сюда, не привозят с собой свою политику. Во многих случаях они бегут из мест, где им не нравилась политика. Как Джо Роган, как Илон Маск. Они приехали с западного побережья. Они приехали сюда и не принесли с собой либеральную политику. Они приехали сюда, чтобы спастись от либеральной политики. То есть это место, где синие демократы становятся красными республиканцами? Наш штат — убежище для красных.
Вот правильное место, чтобы вам я быстро по ходу дела объяснил, что такое Техас для американской жизни. Есть точный аналог в жизни русской. Это Кубань, такой исконный юг, где все очень пышно, всего в достатке и в изобилии, где чернозем чернее, небо голубее, мужчины мужественнее, женщины красивее, чувства ярче, ну, ценности, соответственно, консервативнее. А ковбои — это точный аналог казаков. Вот стоит это учитывать, когда пытаешься понять, что такое Техас и его политика. If red wins, Если победят красные, я думаю, мы увидим значительный поворот назад к нашему божественному фундаменту и к защите нашей Конституции. В целом, я верю, что в стране снова появится чувство воодушевления среди людей. Я также думаю, что мы увидим возвращение любви к этой стране, любви патриотов и радости от того, что у нас будет лидер, который заботится об этой нации и ее народе, который не готов жертвовать нами ради тех, кто приезжает сюда нелегально. Прежде всего, я рада, что мои дети могут свободно высказываться. В этом весь смысл. Дискуссия — это прекрасно. Кроме того, они уже взрослые и имеют право иметь собственное мнение. Так что я лично в этом никаких проблем не вижу. Расстраивает ли меня, что иногда у нас с Дэниелом возникают разногласия? Да, но опять же, это его жизнь, его взгляды. Он видит людей не так, как я, и это совершенно нормально. И хотя такое отношение может показаться несколько поверхностным, но я считаю, что нам повезло, что мы можем голосовать за того, за кого хотим, и имеем право голосовать, да еще и каждые 4 года. Это поразительно. Так что для меня это право очень важное, и их выбор нужно уважать, каким бы он ни был. Вы уже решили, за кого будете голосовать? Да, я решила. Я собираюсь голосовать за вице-президента Камалу Харрис. А вы? Для меня, я по-русски буду говорить и по-английски вместе. Для меня прежде всего очень важно, что я смог перевести семью в страну, где люди и все могут иметь разные мнения, и никогда они не будут, никто их не осудит за это, никто не будет говорить за углом, посмотри на него, он так думает, он плохой, или посмотри на этого. Я пока не решил, но на самом деле, если это возможно, я бы проголосовал не за Дональда Трампа и не за Камалу Харрис, а за кого-то еще. У Трампа мне нравится экономическая и внешняя политика. Он стремится укрепить позиции Америки на международном уровне. В Камале Харрис мне нравится то, что она много лет занимала важные должности. Она была судьей, прокурором. Она на самом деле очень объективно относится к людям. Но я прочитал ее программу, и мне непонятно, что она собирается делать. Все ее прекрасные заявления о том, как все люди будут жить в мире и согласии. В современном мире это так не работает. Думаю, это взгляд из-за розовых очков, который довольно далек от действительности. А где конкретно проходит раскол в обществе? Это зависит от уровня образования? В конце концов, все упирается в деньги. Дело в деньгах, в налогах. Я думаю, сейчас основные разногласия касаются вопросов экономики, иммиграции и абортов. Да, и налогов. Я имею в виду, богатые люди склонны голосовать за одних, а остальные... Белые мужчины. Я думаю, что республиканцы, избиратели Трампа, слишком сильно отличаются друг от друга, и нет никакой середины. Думаю, низший класс жителей Южных Штатов или так называемого библейского пояса, где распространена нищета, как правило, голосуют за Трампа. А еще есть очень богатые люди, которые за него голосуют. Многие из элитарных либералов, как их называют, которые проживают в Нью-Йорке, Хьюстоне, в таких хороших его районах, как наш, живут в своего рода информационном пузыре, и они, как правило, голосуют больше за демократов, потому что у них все остается по-прежнему, на них состояние экономики не сильно влияет. У них есть свои акции, они проводят свои сделки на фондовом рынке, который, как правило, колеблется в это время года, но что касается повседневных забот, у них все в порядке. Они живут в Соединенных Штатах, где нет войны, но люди из среднего и более низких классов, как мне кажется, больше ощущают последствия выборов.
прошлой серии я рассказывал, как работает американская система непрямых выборов. Одни ее критикуют, другие с ней соглашаются, но бесспорно одно. Из-за института выборщиков президентом может стать не тот политик, который получил большинство голосов во время выборов. В истории США такое случалось 5 раз, 2 из которых за последние четверть века. В 2000 году демократ Эл Гор получил на 500 000 голосов больше, чем республиканец Джордж Буш-младший, однако победу присудили последнему. 16 годами позже институт выборщиков снова помог выиграть республиканцу. Хиллари Клинтон обошла Дональда Трампа на 3 миллиона голосов, но не в тех штатах, в которых было нужно. Большинство колеблющихся проголосовали за Трампа, и кресло в Белом доме досталось ему. После этого в США снова всколыхнулась дискуссия о том, не нужно ли ввести прямые выборы президента. По опросам этого хотели бы 58% взрослых американцев. Честно говоря, я совершенно случайно знаю одного человека, который был в коллегии выборщиков. Но хоть я и американка, я никогда не понимала эту систему до конца, а я довольно серьезно увлекаюсь политикой. Мне кажется, что весь смысл выборов в Америке, как в демократическом государстве, в возможности голосовать за то, чего ты хочешь на всенародных выборах. В 2020-м Дональд Трамп утверждал, что на самом деле выиграл выборы, но у него украли Джорджию. Тогда экзит-полы сначала показали, что вперед вышел Трамп, но когда комиссии подсчитали голоса тех, кто проголосовал по почте, оказалось, что впереди Байден. Трамп был взбешен. Он позвонил спикеру Палаты представителей Джорджии Дэвиду Ралстону, потребовал созвать специальную сессию и отменить итоги выборов в штате. Ралстон отказался. Тогда Трамп позвонил напрямую госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, это аналог главы местной избирательной комиссии, и сказал, что просто хочет набрать 11 780 голосов. Когда расшифровка этого звонка попадет в прессу, многие расценят это как попытку заставить Раффенспергера подбросить бюллетени. Расследование до сих пор продолжается. Кстати, это в его рамках в августе 23-го Трампа номинально арестовали на 20 минут, сделали макшот и взяли $200 000 залога. Доказанные фальсификации на американских выборах происходят редко. По данным аналитиков из Heritage Foundation, за последние 45 лет было зафиксировано только 1500 подобных попыток, а выборы разных уровней происходят постоянно. И те фальсификации, которые все-таки случаются, это не карусели, не вбросы бюллетеней. Чаще всего это попытки проголосовать за родственников, попытки проголосовать дважды или попытки проголосовать, например, с судимостью, что запрещено. При этом, несмотря на небольшое количество подобных случаев, согласно опросам, 55% американцев крайне или очень обеспокоены возможностью фальсификаций. И особенно это касается республиканцев. Фальсификации опасаются 3/4 из них. В 2020 году была своя специфика — коронавирус. И демократические избиратели больше обращали внимание на опасности коронавируса, и поэтому старались голосовать дистанционно, старались не появляться в больших толпах людей. Республиканские избиратели меньше обращали внимание на коронавирус, соответственно, больше из них пришло на избирательные участки. Соответственно, когда начался подсчет голосов, республиканские голоса сначала были высокими, потом открывали дистанционное голосование. Из-за того, что было очень много людей, очень много демократов конкретно, которые в 2020 году решили проголосовать дистанционно, соответственно, те голоса, которые считались позже, они довольно существенно повлияли на исход голосования. Это красивое объяснение, но любой в России переспросит, ну а почему не могло быть вброс? Хороший вопрос. А я вас спрошу, а кто вбрасывать будет? Вы мне скажите. В России у нас есть Центральная избирательная комиссия. Да, опять же, пирамидальная вертикальная система. Ну, а мы, насколько мы знаем, обычно при участии членов комиссии на местах все и происходит. Конечно, но сходит это все сверху все равно. Конечно. В Америке нет Центральной избирательной комиссии. В Америке есть Федеральная комиссия по выборам, которая в первую очередь занимается тем, что она отслеживает и контролирует, регулирует финансирование выборов, финансирование кандидатов. Это главная ее обязанность. Но вот эти избирательные комиссии, которые, собственно, занимаются подсчетами голосов, которые вот непосредственно находятся на избирательном участке, они все местные. Они находятся на уровне так называемых графств. Или нам будет более понятно слово муниципалитет. То есть это муниципальные комиссии. И в этих комиссиях могут быть
демократы и республиканцы, а, как правило, и демократы, и республиканцы. Поэтому, соответственно, мой вопрос, да? А кто вбрасывать-то будет? Демократ за республиканца, демократ за демократа, республиканец за республиканца? Они же там все вместе. И нет никакого единого центра, который скажет им, как правильно вбросить. Поэтому даже, знаете, да, наверное, второй вопрос будет не только, кто будет вбрасывать, а за кого вбрасывать-то? Вбросить может кто угодно. Вот. Но и именно поэтому в американской традиции нет такого понятия, как вбросы. То есть американские власти на каждых выборах считают количество нарушений. То есть они отслеживают, кто неправильно проголосовал, кто из неграждан проголосовал, может быть, где-то действительно были какие-то вбросы. Количество таких случаев редко превышает 100 на всю страну, где голосуют там, десятки миллионов людей. Вот, то есть это невероятно мизерная часть. Губернатор республиканец Джорджии и республиканские организаторы выборов все сказали, что фальсификации голосов не было, или, по крайней мере, не в том объеме, чтобы повлиять на результаты выборов. Они подсчитывали голоса вручную, и не один раз, чтобы доказать Дональду Трампу, что он не прав, что фальсификаций не было, и он проиграл. Он так и не смирился с этим, потому что, во-первых, Дональд Трамп никогда не признает себя проигравшим, а во-вторых, потому что знает, что наиболее преданные его последователи, которые у него с рук едят, верят, если он что-то сказал, то это так и есть. Ну а теперь окончание истории про скандальный роман Камалы Харрис с калифорнийским политиком Вилли Брауном. Помните, я вам начал в первой серии рассказывать? Эту историю ожидаемо раскручивает, я бы даже сказал, докручивает Дональд Трамп. Недавно он рассказал, что знаком с Вилли Брауном еще с 90-х. Тогда они общались в рамках его отельного бизнеса. И однажды, по словам Трампа, они вместе летели с Брауном в вертолете. Произошли какие-то технические накладки, и вертолету пришлось совершать аварийную посадку. В страхе за свою жизнь, рассказывает Трамп, Вилли решил излить ему свою душу и поведал, какой Камала Харрис ужасный человек. Сильная история, как вертолетчик в прошлом могу сказать. Вот только сам Вилли Браун заявил, что на одном вертолете с Трампом вообще никогда не летал. Зато с ним летал другой Браун, не афроамериканец Вилли, а белый губернатор Калифорнии Джерри Браун, а вместе с ними бывший мэр Сан-Франциско, нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Ньюсом подтвердил, что такой полет действительно был, но никакой аварийной посадки не было. Трамп, однако, настаивает, что все правда. Ну и, как вы понимаете, либеральные СМИ продолжают истязать его факт-чеком. Так в этой истории появился еще один герой. Установлено, что в 90-х Трамп действительно летал на вертолете с темнокожим политиком, но это был член городского совета Лос-Анджелеса Нейт Холден. Когда журналисты добрались до него, он отшутился, сказал: «Вилли Браун чернокожий, я чернокожий, видимо, мы похожи». Мне кажется, прокурор не может быть лидером. Адвокат может быть. Серьезный юрист может быть. Вы понимаете, дело в том, что лидершип – это такая штука, когда вы... You're trying to power yourself by empowering the others. Я не представляю себе прокурора в такой роли. Вот адвокат, который может высказываться, так сказать, с двух сторон, подойти с разных позиций к одному и тому же процессу, в том числе и судебному процессу или вообще человеческому процессу. Но мне кажется, может. А вот прокурор, не знаю, ни одного прокурора еще не видел, который может быть настоящим лидером. Думаю, она использует свой прокурорский опыт, чтобы показать, что тоже может быть сильным лидером, что она центрист, а не ультралевый демократ. Камалу Харрис в Америке критикуют в основном за то, что она демократ из Калифорнии, либерал из Сан-Франциско. Вы неоднократно услышите от республиканцев этот посыл. Они хотят, чтобы ее считали представительницей одного из самых прогрессивных либеральных штатов и городов США. Я думаю, что она более
популярна среди демократов в Техасе. Они поддерживают ее больше, чем Джо Байдена, который недавно выбыл из предвыборной гонки. Опросы показали, что молодые избиратели, которые составляют основной электорат демократов, относятся к ней хорошо. Но вот добиться расположения латиноамериканцев, испаноязычных избирателей в Техасе, да и вообще во всей стране, ей пока удается с трудом. И для демократов на выборах на национальном уровне, даже в случае ее победы, это может стать проблемой. Когда в 1787-м делегаты от 13 первых американских штатов подписывают американскую конституцию, ни о каких партиях речи еще не идет. Они все вместе строят новое, независимое от Великобритании государство. Но вскоре между отцами-основателями возникают разногласия. Федералисты во главе с Джорджем Вашингтоном и Александром Гамильтоном выступают за государство с сильным центром и единой национальной банковской системой. А демократы-республиканцы, тогда это единая партия, среди них Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон, предлагают отдать больше власти отдельным штатам. К началу XIX века федералисты Вашингтона окончательно теряют популярность, и в 1824-м на президентских выборах 4 кандидата, и все они члены демократическо-республиканской единой партии. В итоге они, как водится, ссорятся между собой, и партия распадается на вигов и демократов. Первые позже станут костяком республиканской партии, а вторые — прообразом современной демократической. В 1850-е США начинают экспансию на запад. В состав страны должны войти Канзас и Небраска. Но на каких условиях? Станут ли они рабовладельческими, как юг, или свободными, как север? Возникает дискуссия, и демократы делятся по географическому признаку. Южане-плантаторы продвигают рабовладельчество, северяне предлагают решать вопрос на референдуме в каждом штате отдельно. Пока демократы ведут внутрипартийные споры, на выборах их обходит новая партия — республиканцы, которые задержатся у власти почти на 80 лет. В XIX веке, кстати, все наоборот. Республиканцы по тем временам очень либеральны, а демократы — это в большинстве своем религиозный консерватор. Этой системе сейчас уже больше 200 лет. Ее не было в Конституции. По правде говоря, некоторые из отцов-основателей относились к партийному делению скептически. Однако стране был нужен способ регулировать разногласия и избирать людей на выборные должности. Как видите, двухпартийная система вшита в ДНК американской политики. Но это не значит, что здесь нет других партий. Есть либертарианская, есть зеленая, есть народная. И пройдя более сложную процедуру, подразумевающую сбор подписей, они тоже могут участвовать в выборах. И участвуют. Всякий раз, когда кандидат от третьей партии набирал в течение 20 века, так, по крайней мере, было больше 2% голосов, правящая на тот момент партия теряла Белый дом. Победить такие кандидаты, конечно, не могут, но они могут очень сильно оттянуть голоса у того или иного кандидата, и это, в свою очередь, может оказать серьезное воздействие на результат выборов. Например, кандидатка от партии «Зеленых» Джилл Стайн в 2016 году собрала, как считается, как раз те необходимые голоса, которых не хватило в нескольких штатах Хиллари Клинтон, чтобы победить Дональда Трампа. В этом году Джилл Стайн снова участвует в выборах, как и темнокожий проповедник Корнел Уэст, и считается, что они могут оттянуть существенное количество голосов у Камалы Харрис. Но самый известный из третьих кандидатов — это Роберт Кеннеди-младший. Он доводится сыном Роберту Кеннеди и племянником бывшему президенту Джону Кеннеди, которого убили в Далласе. И он такой в этом большом семействе, как принято говорить, паршивая овца. Человек, который попадал все время в какие-то громкие скандалы и такой вообще фриковатый товарищ. Но конкретно в начале этой кампании, когда он выдвинулся, еще до того, как Камала Харрис вступила в борьбу, когда был только Трамп и был только Байден, по некоторым опросам Кеннеди собирал до 20%. Представляете, насколько он мог оттянуть на себя протестные голоса. Потом, конечно, его шансы сильно снизились, и не так давно он снялся с гонки в пользу Дональда Трампа. Кстати, интересно, как это в Америке устроено. Кеннеди снялся не во всех штатах, а только в тех штатах, которые колеблющиеся. Там он не хочет оттягивать голоса у Дональда Трампа. А в тех штатах, которые демократические, он попытался по максимуму остаться в бюллетенях. Так тоже может быть в Америке, что в разных штатах выбирают разных кандидатов.
Вот это мероприятие, которое называется Make America Healthy Again, проводится как раз по инициативе Роберта Кеннеди. Здесь в основном собрались люди, которые изначально его поддерживали в ходе этой кампании. О том, насколько это была веселая кампания, говорят два факта, два скандала, которые были в ходе этой кампании. Значит, сначала Кеннеди говорил, что у него проблемы со здоровьем, потому что у него в мозгу поселился червь, который часть этого мозга съел и умер. И типа, это ему не помешало вести предвыборную кампанию. Никаких, правда, медицинских документов он не предъявил, и во все это нужно верить с его слов. А другой скандал разразился, когда он рассказал, что он как-то охотился, нашел тушу медведя, которого кто-то сбил, забрал ее с собой в Нью-Йорк, и по совету друзей бросил ее в Центральном парке, положив рядом велосипед, как будто, значит, велосипедист сбил насмерть медведя. И журналисты бросились это проверять. Оказалось, действительно была такая история в Центральном парке, и был огромный скандал, что как этот кандидат может так себя безответственно вести. Сейчас, пока мы ждем выступления Роберта Кеннеди, поговорим с людьми, которые здесь собрались. Много колоритных людей. В основном, конечно, все такие хардкорные республиканцы и конкретнее трамписты. Что, страшно тебе? Страшно? Ей нравятся страшилки. Откуда вы? Шарлотт, Северная Каролина. Вы поддерживали Кеннеди или Трампа с самого начала? Кеннеди. А почему? Он всегда был против вакцин с самого начала, и он всегда заботился о здравоохранении, о чистоте окружающей среды, выступал за очистку реки Гудзон для начала. Я думаю, он всегда честен и умен. Мне он нравится. Hello, everybody. Don't you want a president who will make America healthy again? Мне нравится, что говорят некоторые выступающие, и я на самом деле считаю, что Американская Республика в опасности. Мне нравится быть причастным к усилиям, направленным на то, чтобы помочь стране и всему миру стать лучше. Какая именно опасность угрожает республике? Под угрозой, например, свобода слова. Думаю, это главная опасность. Предыдущая администрация показала, что может подавлять свободу слова, называя это борьбой с дезинформацией. Очень важно не мешать никому высказываться, конечно, кроме случаев распространения призывов к насилию и причинению вреда. To admit how I felt about it, to fight it, to give up half of my friends, to give up family. Уже 10 минут выступает стендап-комик, который жестко троллит Байдена и все время говорит: давайте громче кричать, потому что он еще спит в своем Белом доме, а до Белого дома всего 800 метров. Это правда, 800 метров отсюда до Белого дома, а они тут поносят Байдена. Вспоминается мне по этому поводу старый еще советский анекдот, когда встречаются русские и американцы. Американец говорит: у нас любой человек может выйти к Белому дому, вот практически сюда, и сказать: президент дурак. Русский ему отвечает: ну, нашел чем удивить. У нас тоже любой человек может выйти на Красную площадь и сказать: президент США дурак. Я вот здесь прям это вспомнил. В каком вы образе? Я в образе Джорджа Вашингтона. Сегодня мы в Вашингтоне, чтобы вернуть, восстановить нашу республику. Я боролся во времена революции, чтобы эту республику установить, а сейчас мы рискуем ее потерять. Поэтому это правильно, что люди, любящие эту страну, выходят на улицы, выражают свое мнение, молятся во имя восстановления нашей республики. Что угрожает республике? Много чего. Во-первых, баснословные траты, ставящие под удар валютные системы всей планеты. Потому БРИКС выглядит приятной альтернативой. Есть ощутимый риск краха валютных систем всех стран, не только США. Нам нужен человек, который выйдет и скажет: да, мы этим займемся. Это поможет, станет первым шагом в деле восстановления нашей республики.
Вчера мы снимали на митинге в центре Вашингтона, и многие говорили, что демократия в этой стране под угрозой, и необходимо сопротивление. Вы с этим согласны? Сложный вопрос, потому что если спросить одну сторону, нужно ли сопротивление, они ответят «да». Если спросить другую сторону, нужно ли сопротивление, они тоже ответят «да». Но они имеют в виду сопротивление ради двух совершенно разных образов Америки. Одна сторона — это консерваторы, утверждающие, что надо вернуть нашу страну, снова сделать Америку великой, а другая сторона говорит, что мы должны поддерживать верховенство закона и доверие к нашим институтам, что необходимо противостоять угрозе, нависшей над демократией. У нас в нашей стране долгая история использования идеи революции, идеи обращения к отцам-основателям. И есть такие лидеры, которые пользуются этой движущей силой. Они пользуются этим настроением, и сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда наши институты подвергаются настоящему испытанию, когда один кандидат, в частности, по сути, нападает на все наши институты, чтобы быть избранным, чтобы возглавить нашу страну. Мы уже сталкивались с этим в другие периоды истории, но сейчас это стало определяющей чертой нашей избирательной системы. Это очень опасно. Республиканскую партию называют GOP – Great Old Party – Великая Старая Партия. Но на самом деле она появилась почти на век позже, чем демократическая. 20 марта 1854-го около 50 человек собрались в здании школы в маленьком городке Рипон, в штате Висконсин. Среди них представители Вигов, партии Свободной Земли и несколько северных демократов. Целью встречи было обсудить способы борьбы с экспансией рабства на Запад. Северяне опасались этого, потому что свободные белые рабочие, уехавшие на заработки на Дикий Запад, не могли бы конкурировать там с рабами, более дешевой и неприхотливой рабочей силой. На этом собрании в Висконсине и рождается новая партия – республиканская, которая до сих пор остается одной из двух главных политических сил в США. В начале своей истории эта партия по факту движения против рабовладельчества. Но происходит гражданская война, рабство запрещают, и к 70-м годам 19 века борьба за права темнокожих уходит из общенациональной повестки. Индустриализация Севера ускоряется, и республиканская партия понемногу превращается в союз богатых промышленников и банкиров, чьи интересы она, собственно, и защищает. Потом 20 век, Великая депрессия и популярность республиканских идей, среди которых невмешательство государства в бизнес, падает. В течение следующих 50 лет республиканцы смогут продвинуть в Белый дом только 4 президентов – Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона, Джеральда Форда и уже в 1980-м бывшего актера и губернатора Калифорнии Рональда Рейгана. Он выиграл выборы со слоганом «Let's make America great again». Опустив «Let's», эту фразу сделает слоганом своей предвыборной кампании и Дональд Трамп. И неудивительно, ведь Рейган олицетворяет все, что так дорого сердцу среднестатистического республиканца. Небольшое федеральное правительство, большие военные расходы, серьезное снижение налогов и свободный рынок. В общем, то, что теперь называется рейганомикой. Можно считать, что именно с приходом Рональда Рейгана в Белый дом образовался классический в современном понимании облик республиканской партии. Но вот насколько Трамп близок к нему или, наоборот, далек от него? Хороший вопрос. Как по мне, это часть текущего спора. Не столько среди историков, сколько среди американцев в целом. Знаете, Лиз и Дик Чейни — давние лидеры консерваторов от республиканской партии в США. Оба выступили в поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис, о чем и подумать нельзя было до прихода Дональда Трампа, поскольку они очень консервативны. К тому же, Рональд Рейган для них настоящий герой. Они видят себя рейгановскими республиканцами. Так что для таких людей Трамп предстает как некое оскорбление партии Рейгана, своего рода атака на нее. Он идет вопреки политике Рейгана, его оптимизму, его вере в американцев, его вере в град на холме. Скажем так, Рональд Рейган не называл бы эту республиканскую партию своей, и думаю, многие республиканцы старшего поколения, истинные консерваторы в историческом смысле этого слова, не видят себя в движении «Сделаем Америку снова великой». Дональд Трамп присвоил себе республиканскую партию и склонил ее вправо, сохраняя при этом некоторые либеральные позиции по самым разным вопросам, включая пошлины. Поэтому Рейган, мягко говоря, был бы разочарован действиями американской республиканской партии, возглавляемой Дональдом Трампом. Думаю, вы согласны с тем, что Трамп придерживается авторитарного стиля.
полностью. Как тогда получилось, что республиканцы, такие гордые, такие ценящие свободу, позволили ему стать настолько важным человеком, что он, по сути, взял под контроль всю республиканскую партию? Думаю, потому что им не хватает мужества. Мужество? Думаю, республиканцем, которому хватало мужества, был Джон Маккейн. У него хватило мужества, и он выступил против Трампа. У Лиз Чейни хватило мужества, и она выступила против Трампа. Но в республиканской партии много таких, кому важна не столько сама партия, сколько власть. Они смотрят на то, что делает Трамп, и думают: ну да, это странно, но, кажется, работает. Я буду делать так же. Мне кажется, все сводится к этому. Помните, в первой серии мы говорили про главных звезд современной демократической партии. Настало время поговорить о главных звездах республиканской, помимо, конечно, Трампа. Кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс. Он родился в Огайо, служил в армии США, в том числе в Ираке. Правда, надо сказать, что он как служил? Он в боевых действиях не участвовал, он работал в пресс-службе морской пехоты. Потом вернулся в Огайо, закончил местный вуз, затем юридический факультет Йеля. Но известность Венсу принесла не работа юристом, а мемуары «Элегия Хиллбилли». В них он описывает жизнь трудолюбивого американца в бедности и в среде зависимых от алкоголя и наркотиков реднеков, которых такими, согласно автору, сделало американское общество. Критики хвалили книгу за точное описание американской глубинки. В 2017 году Джей Ди Венс выступал против Дональда Трампа, еще как выступал, называл его идиотом, насильником и американским Гитлером. Но через пару лет начал дружить с сыном Трампа, поудалял критические посты из соцсетей и теперь жестко критикует нелегальных мигрантов и либеральные элиты, и выиграл выборы в Сенат от Огайо. Вице-президент Трампа регулярно критикует помощь Украине и заявляет, что американские деньги идут на яхты украинских чиновников. В одном из интервью он даже заявил, что США заинтересованы в мирном договоре, по которому часть территории отошла бы России. Сейчас Джей Ди Венсу 40 лет, и он причисляет себя к движению новых правых, таких ультраконсервативных молодых политиков, которые считают, что США необходим американский национализм с жестким миграционным контролем, воспитанием в обществе высоких моральных стандартов и вмешательством государства в экономику. Соперники называют такую позицию изоляционистской. Я не знаком с господином Венсом, хотя знаю о нем давно. Кстати, у нас с ним один издатель. Именно благодаря ей он стал знаменитым, когда она помогла ему с публикацией «Элегии Хиллбилли». Насколько я понимаю, он умный парень, он не дурак, но, на мой взгляд, он очень расчетливый человек. Я не против того, чтобы люди меняли свои взгляды. Думаю, это признак смелости и активной позиции, а вовсе не слабости. Но меня беспокоит то, с какой скоростью господин Венс меняет свои взгляды, занимая, как мне кажется, политически выгодные для него позиции. Это был смелый выбор. Нельзя забывать, когда он его сделал. Это произошло после покушения, но до того, как с дистанции сошел президент Байден. Трамп очень уверенно лидировал в вопросах и действительно шел к уверенной победе. Поэтому его выбор отражал то положение дел в том смысле, что он не выбирал кандидата таким образом, чтобы тот понравился неопределившимся избирателям, как это обычно бывает при выборе вице-президента. Он выбрал такого человека, который сможет сменить Трампа, когда тот уйдет. Человека, который верит в его идеи, который сможет четко передавать его идеи, который сможет вести себя так же агрессивно. Он хотел второго пришествия Дональда Трампа. Вот кого он выбрал. Помимо Венса, звездами республиканской партии я бы назвал бывшего постпреда США при ООН Ники Хейли. Главная соперница Дональда Трампа на праймерис не стеснялась критиковать его в самых жестких выражениях, например, что он недостоин возвращаться в Белый дом, говорила. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Она провела в штате значительное количество консервативных реформ, например, по расширению права на ношение оружия. Правда, стала известной она еще благодаря мемуарам. В них рассказала, как ее собака однажды выпрыгнула из машины и загрызла нескольких соседских куриц, за что Ноэм ее застрелила. Сенатор от Флориды Марко Рубио. Он сын иммигрантов с Кубы, родился в США, но сохранил свою кубинскую идентичность и испанский язык. В 2016-м участвовал в республиканских праймерис, но проиграл Дональду Трампу. Перетянул на свою сторону многих испаноговорящих американцев, которые традиционно голосовали за демократов.
Мы в Чайна-тауне в Нью-Йорке. Не случайно мы сюда приехали. Сейчас поймете, почему. Коротко о программе республиканцев. Идеальная экономика, по мнению Дональда Трампа, это низкие налоги, протекционизм, сокращение госрегулирования бизнеса. В отличие от демократов, республиканцы считают, что экономика должна работать сверху вниз. Для этого есть даже такой термин «экономика просачивания». Ну, в смысле, вы освобождаете от налогов крупный бизнес, и тогда у него остается больше свободных денег, которые он тратит на открытие новых рабочих мест, инновационные разработки, повышение зарплат. То есть как бы деньги пошли вниз, и всем хорошо. В дополнение к классическим обещаниям снизить налоги и бороться с бюрократией, Трамп выступает с очень протекционистскими предложениями, как и в той своей кампании, ввести 10% пошлину на весь импорт и 60% на импорт из Китая. Собственно, китайская тема в повестке Трампа занимает одно из центральных мест. И заодно, конечно же, Трамп предлагает снять ограничения на ношение оружия и, как вы помните, бурить. То есть увеличивать добычу нефти на территории США, чтобы снижать цены на энергоносители на внутреннем рынке. Продолжить ту торговую войну, которая была, которая ведется и которая, скорее всего, будет продолжаться. Это вполне ожидаемо. Это является, как и иммиграционная политика по отношению к Китаю, это является одними из базовых пунктов повестки президента Трампа. А демократы насколько отличаются в своих подходах конкретно к Китаю? Китаю, естественно, на стороне демократов позиция более выдержанная, более взвешенная. И, к примеру, с тарифами, 60% тариф, демократы считают, что, я думаю, они так считают, по крайней мере, так об этом говорят, что это приведет к еще большему росту инфляции на товары широкого потребления. И поэтому, да, конечно же, борьба с Китаем никуда не уйдет, но она должна вестись все-таки методами, которые не приводят к еще большему давлению на американских потребителей. Идея Трампа о Китае, что необходимо изменить политику в его отношении, на мой взгляд, была в основном правильной. Харрис, вероятно, будет жестче по отношению к Китаю, потому что я думаю, что следующий этап в отношениях между Западом и Китаем вполне может ознаменоваться военным конфликтом за Тайвань. И многое зависит от того, что произойдет в Украине. И Трамп, и Харрис обещают улучшить жизнь среднего класса. Харрис — создать рабочие места, выделить всем покупателям первого дома по $25 тысяч, вырастить экономику в целом. Трамп — в 2 раза снизить цены на энергоносители и удешевить страховку на автомобиль. И среднему классу, кажется, необходима эта поддержка. Согласно подсчетам экспертов, сегодня к среднему классу в США относятся меньше американцев, чем в 1971 году. Тогда их доля была 61%, а сейчас 51%. Однако эти цифры не обязательно говорят, что эти 10% ушли вниз, обеднели. К американцам с высокими доходами теперь относятся 19% граждан, а не 11%, как в 70-е. Число семей с низкими доходами осталось примерно таким же, как было, около 30%. Кстати, для статистики, к среднему классу здесь относят семьи с годовым доходом от 67 до 212 тысяч долларов в год. Это примерно около $500 000 рублей в месяц, но на семью. Проблема среднего класса заключается в том, что средний класс постепенно сокращается. Кто-то беднеет, кто-то обогатеет. В основном, конечно же, при том, что и рост числа богатых в стране наблюдается, но также наблюдается и рост числа бедняков. Поэтому эта проблема довольно большая. А дальше есть проблемы, связанные с инфляцией, и с тем, что доходы населения и среднего класса не поспевают за ростом инфляции, за ростом цен. По крайней мере, так было в прошлом году и годом ранее. В целом, по вашему мнению, экономика США сейчас в лучшем состоянии, чем 4 года назад?
Да, несомненно. Это подтверждают все данные, и все экономисты сходятся во мнении, что у нас на сегодняшний день самая быстрая, самая сильная и самая надежная экономика среди развитых стран ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития. У нас низкая безработица. Да, инфляция серьезная в совокупности. Сейчас она может начать снижаться, но за последние 4 года она выросла. Повседневная жизнь стала дороже за последние 4 года, потому что, хотя бы еда, самые обычные вещи, еда, бензин. Хотя мы в Техасе, так что нам грех жаловаться, но еда точно значительно дороже. Например, счет за продукты, который был несколько лет назад, значительно повысился. Все подорожало. Счета, продукты, покупка автомобиля, дома, недвижимости. Сейчас все значительно хуже, чем было 4 года назад. Вот действующие цены на бензин. Вот, посмотрите, это все цены на бензин. Они на самом деле падают. Они падают, в том-то и дело. Самые низкие цены за последние 2 года. И посмотрим еще на реальные заработные платы. Вот здесь. Это зарплата населения с поправкой на инфляцию, что очень важно, потому что человеку важно знать, что он сможет купить после инфляции. Зарплаты растут, это очень хорошо для людей. Дорожает топливо и еда. От похода в продуктовый магазин становится больно. Приходится искать распродажи, товары со скидкой, покупать мясо по сниженным ценам, у которого истекает срок годности. У нас 2 детей, им 7 лет и 1,5 года. Раньше мы тратили на продукты примерно $800-1000 в месяц. Сейчас это около $1400 в месяц. Это ощутимо. Мы не едим стейки постоянно, только иногда. Инфляция повлияла на наше качество жизни, на отдых и прочее. Я только что была в супермаркете, и в Америке яйца стоят $7.30. Если вы живете за чертой бедности, если вы с трудом платите за жилье с учетом растущей инфляции, вам сейчас очень тяжело. В финансовом плане сейчас тяжело большинству американцев, особенно чернокожим. Так что люди будут голосовать своим бумажником. Пока мы тут ездим, должен сказать, что самыми неожиданными оказались ответы на, казалось бы, самый простой вопрос. А именно, сейчас экономическое положение в стране лучше, чем 4 года назад, или хуже? Должен сказать, что ответы максимально зависят от того, кого вы спрашиваете. Если это высоколобый эксперт, человек с доступом к метаданным, хорошим компьютерам и, скорее всего, демократ, то он скорее скажет, что дела идут на лад и стало лучше, чем было 4 года назад. А если это обычный человек, который судит по ценникам, ответ будет прямо противоположным. Я думаю, в этом заключается проблема для политиков, когда смотришь на голые цифры, когда смотришь на абстракции, видишь вполне здоровую экономику. Но это не значит, что люди не испытывают трудностей и не помнят более низких цен на бензин или стоимость яиц для своих детей. Прямо сейчас инфляция — действительно важный вопрос. И даже если она снижается, люди не живут из месяца в месяц в математике, или в своей голове, или в своей чековой книжке. То, что они думают, что они чувствуют, видят, испытывают. Политикам, особенно среди демократов, с трудом находят подход к людям на этом уровне. Они не могут просто сказать: «Да, у нас хорошая экономика, поверьте нам». Когда эти люди идут домой и говорят: «Я работаю на 3 работах, чтобы попытаться прокормить моих детей», они беспокоятся о детских садах, не говоря уже о попытках купить дом или отправке детей в колледж. Так что есть разрыв между тем, как живут обычные люди, и тем, что говорят политики, о том, насколько все хорошо. Это фундаментальный разрыв, который, я думаю, действительно вредит демократам. Что вы думаете об идее Камалы Харрис поддерживать молодые семьи? Я думаю, у нее было 4 года, чтобы сделать это. Но она была вице-президентом. Ее роль заключалась в том, чтобы оставаться тихой и быть уверенной, Тогда что если что-то произойдет, роль вице-президента другая. Ты можешь сказать: у меня есть идея, но проблема в том, что иметь идею и воплотить ее — это совершенно разные вещи. Это то, о чем я говорю, что позиция Камалы Харрис основана на больших принципах, типа коммунизма. Она не коммунистка. Нет, я говорю о том, что все имеют права, и мы сделаем то, мы сделаем это, но ты не можешь этого сделать.
Вы поддерживаете запрет на продажу оружия? Я так скажу, я ничего не имею против тех, кто покупает оружие, чтобы стрелять на полигоне. Но меня очень беспокоит, для чего оружие покупают и кому его продают. В Хьюстоне никого не проверяют. Можно пойти... Это не так. Можно в академию пойти. Разного снаряжения валом. Иди и покупай. Это абсурд. На самом деле ФБР всех проверяет. Очень поверхностно. Поверхностно или нет, но проверяет ФБР. Есть форма 4473. Берешь водительские права и заполняешь ее. Нужны самые разные данные, в том числе и карты социального обеспечения. Я принимал эти формы, когда подрабатывал в тире. Их передают прямо в ФБР. И если имя распространенное, то проверка может затянуться. Будут изучать дополнительные сведения. Если есть судимости или выдвинуто обвинение, или же просто человек признан виновным за преступление, заявку отклонят. Американцы составляют около 4% населения Земли, но им принадлежит 46% огнестрельного оружия, находящегося на руках у гражданских лиц. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте, кстати, Йемен. Насилие с применением огнестрельного оружия – одна из основных причин насильственных смертей в США. Только в 2023 году были убиты 43 тысячи человек, причем с 10 по 20 годы количество таких смертей выросло на 43%. Если сравнивать с другими развитыми странами с населением более 10 миллионов человек, США находятся на первом месте по количеству убийств из огнестрельного оружия. Их в 33 раза больше, чем в Австралии, и в 77 раз больше, чем в Германии. Начиная с 2000 года в США происходит более 600 случаев масс-шутинга, то есть стрельбы с более чем 4 жертвами в год. Эксперты все чаще называют происходящее эпидемией. Демократы давно призывают Конгресс ввести запрет на продажу штурмового оружия и магазинов увеличенной емкости, но многие в стране, в том числе и во власти, и вот особенно здесь, в Техасе, считают подобные запреты неконституционными, ведь право на хранение и ношение оружия прописано в основном законе страны. В некоторых штатах существуют так называемые Red Flag Laws, то есть законы красного флага. Их смысл в разрешении правоохранительным органам изымать у человека оружие, если его по тем или иным причинам сочли опасным. Но в основном такие законы действуют в штатах, где у власти демократы. В республиканских, как здесь в Техасе, любят поговорку «не оружие убивает людей, люди убивают людей». У меня... У Дэниела много оружия. Много оружия? Да, много. Зачем? Не знаю, мне просто нравится. А можно узнать, что за оружие? У меня есть AR-15, израильский товар, еще называют автоматической винтовкой. Есть пистолеты, ружья. И для чего вы их используете? Для чего я что? Что вы делаете с оружием? 90% времени оружие закрыто в сейфе. Но когда я учился в колледже, я подрабатывал инструктором по стрельбе. Так, я в свободное время. Как использовал, я надеюсь, что... Стрелял по фану. Да, просто по фану. Я молился, чтобы мне не пришлось в кого-то стрелять. Этого я никогда не хотел, надеялся, что и не понадобится. Надеюсь, так останется и дальше. Меня пугает, что введут какие-то запреты, но, опять же, есть вторая поправка, она подтверждает содержание других поправок. Все это подразумевает контроль и над оружием, и над людьми. И я считаю, владеть оружием — право, данное Богом. Кроме того, это значимая часть местной культуры. У моих родителей оружия нет, а я им заинтересовался. Вы против оружия? Я против. Да, в моем случае оружие лежит в сейфе, доступ к нему есть только у меня. Ни у Райли, ни у кого. Я не понимаю, зачем оно нужно. Правда не понимаю. Особенно если взять нас. Мы выросли в другой стране. У кого, скажем, в Москве дома есть оружие? Сейчас, конечно, не знаю, но в мое время об этом никто не думал. Просто зачем? Потом мы жили в Израиле, там совершенно иная ситуация. Оружие у военнослужащих. Подросткам и молодежи, я бы сказала, очень хорошо разъяснили, какой вред оружие может причинить. У них нет проблем с массовой стрельбой. Ни на концертах, ни в школах, ни на мероприятиях, нигде. Здесь это проблема. В любой момент. Вот так пойдешь за продуктами, а там кто-то пистолетом может размахивать. А разборки на дорогах? Да, и это тоже. Водить в Техасе нужно очень аккуратно, потому что если начнутся разногласия, не факт, что доедешь, куда собирался. Начнут стрелять.
Могут. Я не говорю, что так и будет. Вероятность велика. They can shoot, yeah. If it's somebody... Если к вам ломятся в машину, пытаются, например, выбить стекло, можно стрелять. Потому что это частная собственность. Значит ли это, что и полиция сразу применит оружие? В Хьюстоне, к сожалению, да и в больших городах Соединенных Штатах полицейских очень не хватает. В Хьюстоне, если не ошибаюсь, не хватает 2-3 тысячи сотрудников. Так что если в дом сейчас ворвутся с пистолетом или ножом, а я вызову полицию, то приедут они минут через 20, и я 20 минут ждать не смогу. Наверное, в каждой семье есть оружие для защиты. Для самообороны. Мне жаль наших детей. Я не могу спокойно говорить об этом. Я разговаривала с моим 13-летним сыном. Он признался, что боится ходить в школу. Это ужасно. Нам нужно делать больше. Очень грустно, что лоббисты все еще контролируют эту сферу и устанавливают свои правила. Я полностью за свободу владения оружием. Но она не должна быть такой, какой она является сегодня. Должны быть ограничения. Должны быть введены правила и меры контроля, чтобы мы не сталкивались с тем, что творится сегодня. Наверное, у всех в Америке есть знакомые, кто стал жертвой стрельбы или знаком с пострадавшими. Я сам знаю двоих. Бывший коллега и один мой хороший друг. В первом случае стрельба на концерте в Лас-Вегасе, во втором — в Санта-Фе, к югу от Хьюстона. Я бы назвал это эпидемией. Тем не менее, сложно найти решение. Я много об этом думал, что же можно сделать. Запрет, вы считаете, решит проблему? Если ввести запрет, плохие люди... Не решит. Найдут способ его купить. Так считают в Техасе. Пройдешься 10 минут по улице и найдешь, где его купить. Наши люди носят оружие там, где это разрешено законом. Мы проводили вооруженные протесты. Мы — американцы. И американцы верят в свое право по второй поправке к Конституции. Даже самые либеральные люди так говорят. Даже Камала Харрис говорила, что у нее есть оружие. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. I did not know that. If somebody breaks in my house, they're getting shot. Yes, I hear that. I hear that. Probably should not have said that. Это... Сейчас покажу. Разряжена. Патронов в патроннике нет. Это винтовка AR-15. Я собрал ее сам из запчастей. Она достаточно обычная. Да, это, может, примерно в 2000 вышло. И в такой комплектации. Ремень, прицел, очень-очень яркий фонарь. Да, тактическая, хорошая. Вы ее купили для стрельбы по мишеням или для самообороны? Это в основном для стрельбы по мишеням. Ну, ее можно и для самообороны. Это вот больше для самообороны. Вот, посмотрите, разряжено. Сколько проверок нужно было пройти, чтобы купить эту винтовку? Больше документов понадобилось, чтобы получить глушитель, чем чтобы жене сделать грин-карту. А сами винтовки? Водительские права. И все? Если у вас есть разрешение на скрытое ношение оружия, проверка не нужна. Вы носите с собой оружие вне дома? Эти всегда лежат дома, только на стрельбище их беру. Для скрытого ношения у меня есть вот этот глок. Давайте покажу. Пистолет вы носите с собой? Не всегда, но когда чувствую необходимость, беру его с собой. Когда, например? В основном, когда езжу в Хьюстон или если еду далеко от дома. Или когда еду не в особо знакомое место. В Хьюстоне настолько опасно? Смотря куда ехать. Как и во многих городах, там есть более-менее опасные районы. Меня один раз ограбили под дулом пистолета, когда я жил в Хьюстоне. Ничего себе. Это было еще в 2005 году, довольно давно. Но все же, меня ограбили под дулом пистолета прямо возле моей квартиры. Так что угроза есть. Даже если вы не идете в район с высоким уровнем преступности, иногда район с высоким уровнем преступности приходит к вам.
В Нью-Йорке вообще очень тяжело купить оружие, очень тяжело. И в том, что касается людей, живущих, скажем, в Бруклине, я не думаю, что нам нужно оружие в таком объеме, в каком оно нужно, например, одиноко живущей женщине в Неваде, скажем, или в Аризоне, или в апстейте штата Нью-Йорк. Потому что я ездить в Сабвее, такое есть. И такого же не было никогда раньше. Даже в 80-е годы, я приехал сюда в 89-м году, в начале 90-х годов был такой финансовый упадок в Нью-Йорке. И даже в те времена люди не боялись ездить в Сабвее. А сейчас из-за того, что... В основном из-за того, что есть вот это бейло, то есть невозможность назначить высокий бейл человеку, который не имеет инкома. Там много всякой ерунды. Но в основном за счет этого особенно мелкие преступники, которые досаждают людям, которые могут, так сказать, нагадить в вагоне Сабвея запросто, их очень сложно преследовать полицейским. И они этим не занимаются сегодня. Потому что они все равно выйдут на следующий день? Да. И выйдут на следующий день. А если, не дай бог, сила будет применена, то есть она будет превышена, да, у полицейского будут большие проблемы. Я республиканка и собираюсь голосовать за Дональда Трампа. Единственное, с чем я не согласна в политике партии республиканцев, это аборты. Я считаю, что у женщины должен быть выбор, делать аборт или нет. Должна быть возможность сделать аборт. В конечном итоге речь о здравоохранении. Мне, например, сейчас 23. Ни за что на свете я сейчас не соглашусь родить ребенка. Заботиться о нем я не готова ни психологически, ни финансово. Что касается Техаса и абортов. Техасцы, конечно, более религиозные и консервативны, чем в среднем по Америке, но право на аборты все равно поддерживают здесь 4 из 10 сторонников республиканской партии, то есть 41%. Здесь, в Техасе, аборты при этом запрещены полностью. Если в других штатах, в некоторых, во время этих выборов можно провести референдум и вынести этот вопрос на всенародное голосование, чтобы люди сами решили, за или против по поводу абортов, то здесь, в Техасе, нету процедуры референдума. Здесь все законы могут приниматься только законодателями. И поэтому здесь все так жестко, в том числе поэтому. И чтобы не спугнуть потенциальных избирателей от резких высказываний по поводу абортов, воздерживается в этот раз и Дональд Трамп. В апреле он заявил, что решать этот вопрос должен каждый штат, и что в случае изнасилования, инцеста или опасности для здоровья матери должны быть исключения. При этом он намекает, что штаты должны иметь право наказывать женщин, сделавших аборт позже установленного срока, и намекает, что может затруднить на общенациональном уровне доступ к препарату для медицинского прерывания беременности мифепристону. Это вообще не политическая тема, на мой взгляд. Просто стала она политической, когда разница между республиканцами и демократами была такой небольшой, что надо было что-то придумать. В моем представлении. Вот тогда придумали аборты как политическое issue. Я думаю, что это должно быть между женщиной и ее доктором, между женщиной и ее семьей. Это должно решаться в семье. Но это не должны решать дяди в политике. Это вообще точка зрения некоторых демократов, но мне представляется, эта точка зрения наиболее здравомыслящей. Как вы относитесь к запрету абортов в Техасе? Я думаю, что это хорошо. Я считаю, что это полезно и лучше для нашего штата. Они оставили возможность защитить женщин, если потребуется, но при этом защищают жизни нерожденных, и я, безусловно, поддерживаю это. В Техасе все очень строго. Все эти радикальные христиане. Это странно. Проезжайте на север от Хьюстона, и минут через 30 вы увидите огромные билборды. Которые с детьми? Не убивайте детей и изображение ребенка месяцев так 6. То есть они против абортов. Только живут эти дети класса до 1, 2, а потом их убивают из оружия. И это считается нормальным. Я однозначно против запрета абортов. Это важный для меня вопрос. И я, как женщина, поддержать его не могу.
Как по мне, это безумие. Все началось с запрета абортов на сроки больше 6 недель. Кажется, Техас в этом плане был первым. То есть на сроки до 6 недель был разрешен медикаментозный аборт. Но большинство женщин узнают о своей беременности только на 5-6 неделе. Потом еще нужно было выждать время, 48 часов. То есть до процедуры, до приема таблетки нужно было выждать 2 суток, чтобы все обдумать. Женщину практически подталкивают к ситуации, где выбора у нее больше не остается, а ей еще пытаются манипулировать. Можно поехать в Канзас, я не знаю, все равно это дорого. Если такой консервативный штат, как Техас, хочет ограничить аборты, то это наше право как штата. А другие штаты, к сожалению, довольно либеральны в своей политике в отношении абортов. Это их решение. But I'd rather be in Texas with you, I can tell you that. I'd rather be in Texas with you. Because we're going to make our country great again. Как вы считаете, в случае победы Трампа на выборах он действительно может прекратить помощь Украине? Этого я не знаю, но, к счастью, у нас в Соединенных Штатах не монархия и не диктатура. Президент Соединенных Штатов, он не единственный человек, кто формирует внешнюю политику. И в случае победы Трампа я бы в первую очередь посмотрел, кого он выберет в свою команду. Некоторые люди в его окружении очень скептически относятся к помощи Украине, но есть и те, кто подходит к этому вопросу рационально. И напоследок я бы добавил, что хоть я никогда не работал на мистера Трампа, многие мои знакомые с ним работали, и они бы сейчас нам напомнили, насколько непредсказуемым может быть Трамп, так что он может кардинально изменить свое отношение к Путину. Вряд ли у их отношений есть какие-то фундаментальные основания. В этом заключается очередной непредсказуемый фактор, если Трамп победит. Есть 4 сценария. Может победить Трамп или может победить Харрис. Трамп может победить, а республиканцы получить большинство мест в Конгрессе. Трамп может победить, но республиканцы не получат большинство в Конгрессе. То же касается и Харрис. Харрис может победить и получить демократический Конгресс. Или Харрис может победить, но не иметь контроля в Конгрессе. И если власть разделится, например, Белый дом займут республиканцы, а Конгресс республиканцы контролировать не будут, то мало что изменится. Что в принципе неплохо. А вот если он победит, и Конгресс окажется под контролем республиканцев, то в политике могут наступить радикальные изменения. Возможен ли сценарий, когда и президент, и Конгресс будут либо демократами, либо республиканцами? Это маловероятно, и мы наблюдаем это последние пару десятков лет. Для истории такую ситуацию нельзя назвать необычной. Довольно часто бывало так, что и президент, и Конгресс относились к одной партии. Именно в такие периоды проходило много серьезных изменений. Но в последние десятилетия, за последнюю пару поколений, часто бывало так, что президент был из одной партии, и хотя бы одна палата Конгресса была от другой партии. Что такое демократия? Это freedom of speech. Сейчас уже вообще ничего нельзя говорить, потому что все, что будете говорить, будет, в принципе... Люди боятся. Люди боятся что-то говорить. На какую тему? На все темы, практически политические темы. Почему? Потому что боятся работу потерять, если куда-то это все выйдет. Боятся мнения, так шепотом все разговаривают. Это просто идиотизм. А что, много кейсов, когда люди теряют работу из-за высказываний? Да, кстати, очень. Все боятся. Потому что если скажут там открыто за Трампа, скажем, то им здесь не миновать. Просто даже клиенты у меня вот такие, знаете, такие либеральные, такие, о май гад, такие все геи. Говорят, почему никто пулей им не попадет, чтобы Трампу голову расквасить. И просто я сижу, так постригаю, и у меня... Я поверить не могу, что таких людей, что такие сладенькие, такие, просто катастрофа. I was like, wow. То есть разделение жесткое сейчас? Жесткое. Даже у геев они готовы его видеть смерти. Такого я никогда не видел, что люди обычно, они такие очень, деликатные, такие... Все такие sensitive. Сейчас уже такого нету. Существует общее недоверие между сторонниками разных партий. Есть те, кто занимает умеренную позицию, но в основном люди знают, за кого собираются голосовать. Это стало очень болезненной темой. Если вы говорите об этом, это может привести к враждебности и разногласиям. Теперь все избегают этой темы. Все голосуют молча.
На протяжении многих лет можно было согласиться с тем, что между демократами и республиканцами не было большой разницы. Обе партии любили эту страну, заботились о ее интересах и о людях, которые здесь живут. Не имело большого значения, был ли президентом демократ или республиканец, потому что они оба ставили Америку на первое место. Но, по-моему, именно с приходом Обамы на пост президента мы стали замечать этот сдвиг. Именно в то время мы впервые увидели то, что впоследствии стали называть социалистической демократической партией. Тогда мы даже увидели, что многие демократы вышли из партии, потому что она стала настолько радикальной в своих взглядах, антиамериканской и антирелигиозной. Многие демократы либо становятся независимыми политиками, либо переходят на сторону республиканцев. Так что я бы сказал, что это началось в основном во времена президентства Обамы. Очевидно, американское общество сейчас весьма поляризовано. Однако в то же время, на мой взгляд, в нем сохраняется большая сила. Недавно меня пригласили выступить на мероприятие Policy Network. Я ничего про них толком не почитала и согласилась. И когда мне уже надо было садиться в самолет и ехать к ним, я поняла, что Policy Network защищает все принципы, с которыми я в корне не согласна. Я подумала, смысл же в том, чтобы вести диалог, чтобы разговаривать с этими людьми. И примерно в середине моего выступления я подумала, эти люди не мои враги, эти люди такие же американцы, это мои соотечественники. Из чего бы мне считать их врагами? Это же мои земляки. После моего выступления ко мне подошла одна слушательница и стала спрашивать, считаете ли вы так, считаете ли вы вот так? Я говорю, да. Она смотрит на меня и говорит, надо же, а вы не похожи на злодейку. Я рассмеялась, и мы обнялись, потому что это возможно. Основа силы этой страны — наше умение не соглашаться друг с другом и даже ожесточенно спорить, но продолжать вместе двигаться вперед, как единая нация. Я думаю, что это большой вопрос, который долго избегали в американской культуре. Не всегда было так, что все настолько разрознены, типа «Оу, ты голосуешь за Камалу, а ты голосуешь за Трампа, мы ненавидим друг друга». Но послушайте, это никогда не было так. Это скорее недавняя проблема. Совершенно нормально иметь разные мнения и разные взгляды и видеть мир по-разному. Это то, что и делает тебя американцем. Это то, какой должна быть американская мечта. И поэтому люди, которые живут здесь, должны любить то, что мы все можем быть разными, и думать по-разному, и иметь разные политические взгляды. Я могу быть не согласна с ней, а она может быть не согласна со мной, но это нормально, и это большая удача, что мы можем это делать. И я думаю, что часто между нами столько разрозненности, что все становятся такими враждебными без причины. Мы собираемся ссориться друг с другом внутри страны за права, которых у многих нет. Вы видели несколько последних президентских дебатов? Если вы посмотрите, то они постоянно, простите за мои слова, поливают друг друга дерьмом. И если вы посмотрите президентские дебаты времен Рейгана и Кеннеди, они очень уважительны друг к другу. Они такие: «О, я согласен с господином Никсоном в этом вопросе». И вы знаете, было больше единства, но что пошло не так? Я не знаю, что-то рухнуло, и рухнуло сильно и быстро. Мне кажется, что их больше стравливают в СМИ, а в реальности все не так страшно. Думаю, что общих взглядов на желание народа у них все равно довольно много. Просто республиканцы, и особенно та часть республиканской партии, которая поддерживает Трампа, очень хорошо умеют разжечь в людях ненависть. Они отлично манипулируют средствами массовой информации. Поэтому и кажется, что они постоянно за что-то сражаются, что им постоянно нужно что-то отстаивать и защищать. Вот они и выглядят такими воинствующими. У нас были периоды серьезных политических расколов. У нас была гражданская война, когда мы буквально сражались за то, что значит быть американцем, и будет ли вообще Америка единой. Нынешний период раскола еще не достиг уровня гражданской войны, но он отличается тем, что мы как никогда связаны друг с другом. Такого никогда не было. Сейчас в Америке проживает 350 миллионов человек. У нас большая, многонациональная и технологически взаимосвязанная страна, чего раньше никогда не было.
Добавьте к этому сферу СМИ, которой выгоден этот раскол, который действительно получает выгоду от этого раскола. Трудно представить, чтобы мы объединились так, как это делали предыдущие поколения, в том числе после гражданской войны. Так что у нас и раньше случались приливы и отливы расколов, но сейчас многое против нас, причем одновременно. Я правильно понял, что некоторые члены вашей семьи собираются голосовать за Трампа? Да, конечно, я же из Монтаны, поэтому у меня есть родственники, которые проголосуют за господина Трампа, да. У вас с ними из-за этого возникают споры? Зависит от случая. На свадьбе, например, мы не будем затрагивать такие темы, но я думаю, что на данный момент очень мало неопределившихся избирателей. Моей семье точно. И я думаю, что в целом по стране большинство людей определились с позицией и упорно ее отстаивают. Но вот я совсем недавно был на свадьбе в Монтане. Там было человек 300, и готов поспорить, что 75% из них поддерживают Трампа. Но мы прекрасно провели время вместе. Мы все танцевали под кантри, и никого не волновало, кто из нас красный, а кто синий. На мой взгляд, куда больше того, что нас объединяет, когда нас не разделяют наши СМИ, предвыборная кампания. Можете сказать, что я оптимист. Мне кажется, что люди просто чувствуют угрозу, потому что они думают, что у них отобрали права. И это происходит как у левых, так и у правых. Правые думают, что свобода слова находится под угрозой, а левые, я думаю, боятся за права женщин, за одно и другое, и что мы не можем быть ЛГБТК, и мы не можем носить синие волосы. Но я не думаю, что это правда. И я думаю, людям свойственно преувеличивать что-то и придумывать худшие из возможных сценариев. И просто зацикливаться на этом, будто «О нет, они против меня». Так что я думаю, это общая паника. Ультраправые и ультралевые, обе стороны плохи, и обе являются большой проблемой. И с левой стороны они живут в этом идеальном мире, которого, если честно, не существует. И они раздражают так же, как и ультраправые, которые действительно опасны и чуть ли не фашисты. Так что я думаю, разделение до такой степени – это очень плохо. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но знаете, в конце концов, мы все скорее... Посередине. Да, посередине. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Чтобы еще немного добавить вам информации, необходимой для этих выводов, поделюсь парой личных ощущений. Я много раз снимал в Америке, и почти всегда это были довольно приятные съемки с точки зрения договоренности и организации интервью. Люди здесь в целом более открытые и более привыкшие к публичным высказываниям в сравнении с людьми в России. Разница культуры и традиций сказывается. Но в этот раз я не мог не заметить изменений. Договариваться было намного сложнее. Люди чаще отказывались с нами говорить или, уже согласившись, передумывали и сливались. Отчасти, конечно, это объясняется тем, что я журналист из России. Тема Russian Collusion, российского вмешательства в выборы, вообще руки Москвы, здесь очень разогрета, и многие не хотят разбираться, что за журналист какой, откуда, лучше держаться подальше от возможных неприятностей. Но главное объяснение, конечно, не в этом, а в самой теме, на которую мы хотели говорить. По моим наблюдениям, раскол в обществе здесь настолько обострен, что многие просто не хотят лишний раз задевать эту мозоль, предпочитая оставить свое мнение при себе. Парадоксальным образом, знаете, что мне это напомнило? То, как в России сейчас многие стараются избегать темы войны, чтобы не нарваться на неприятие или даже конфликт с окружающими, а, возможно, и с близкими. Конечно, я не сравниваю две ситуации напрямую, но и по противоположности позиции, и по обсуждаемым последствиям похожего немало, вплоть до того, что в случае победы не своего кандидата многие здесь опасаются ядерной войны, в которую этот кандидат, став президентом, может ввязаться с Россией. Тревожная и неожиданная параллель, согласитесь. И все же лично мне не кажется, что ставки в реальности настолько уж высоки. В конце концов, Трамп один раз уже становился президентом, и ничего радикально в мире не поменялось, хотя и апокалиптических, и каких угодно прогнозов тогда тоже было хоть отбавляй. Конечно, изменения политики, например, касательно Украины, очень даже возможны. Но еще важно, за кем по итогам выборов останется Конгресс, потому что без него власть у президента не такая уж огромная. В Америке много разных сторон и слоев. Среди наиболее ярких стоит назвать
мощь институций и умение из всего сделать шоу. Подозреваю, что первое будет и дальше страховать систему от слишком уж резких поворотов, ведь то, что невыгодно американскому бизнесу, здесь имеет мало шансов на успех. А второе будет и дальше обеспечивать нам всем захватывающую, непредсказуемую драму, какой является здешняя политика, особенно накануне выборов президента, исход которых по-настоящему, по-честному не очевиден. Это редакция. Поддержать то, что мы делаем, можно через Boosty, Patreon, спонсорство на YouTube и в моем Телеграм-канале. Только ваша поддержка позволяет мне делать редакцию дальше. Скоро увидимся.